записи. Первые 2 минуты я расскажу, каким образом на моем канале проходят конкурсы, где посмотреть результаты, где посмотреть отзывы получивших подарки. И где-то через 2 минуты мы начнем с вами обсуждать 25, точнее, правильнее сказать 30 часов, но я написал 25, чтобы не было слишком эпично. Передо мной сейчас больше 30 часов от MSFIT Xiaomi, и в основном это, конечно же, MSFIT, но не забываем, что MSFIT принадлежит Huami, Huami частично на 25% принадлежит MSFIT, поэтому мы постепенно придем вот к этой всей тусовке огромных производителей. Что лучше, что хуже, разделю на 3 категории. Первая категория — это товары, которые я рекомендовал бы к покупке, она будет очень маленькая. Средняя категория — это товары, которые, если вы купите, к вам подойдут люди и скажут: ну ничего себе ты купил, я видел у блогера, они норм. Но только если ты не пробовал Samsung, если ты не пробовал хотя бы Motorola, если ты ее купил за 10 тысяч, понятно, не за 25, как у нас в России, а в Америке, и если ты не носил Apple Watch. Так вот, все-таки по поводу канала. У меня на канале ежемесячно 5 Mi Band 5 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Единственное, добавилось за последние 2 месяца то, что нужно быть подписанным еще и на канал для стримов. В описании есть ссылки на мой контакт. Те, кто побеждают ВКонтакте, мне пишут, и после того, как они мне пишут, я это что-то посылаю. 130 отзывов уже есть. После этого вы можете посмотреть мой Инстаграм. В Инстаграме я разыгрываю сейчас вивовские наушники, и они хороши. Они с кодеком LDAC, мне они понравились. Если брать шнурок, то, конечно, я купил бы лучше Bullet Z, но если брать шнурок с кодеком LDAC за $36, это прям шик, блеск, красота. Дальше идем. Чтобы выиграть остальные призы, это про Инстаграм. Нужно быть подписанным на контакт и нужно быть подписанным на контакт со стримами. Сегодня, после того, как этот стрим закончится, я перейду в мой YouTube канал для стримов, и там мы с вами благополучным образом сможем все это дело разыграть. Разыгрывается сегодня 5 пар наушников HakiMoon. После HakiMoon разыгрывается 2 комплекта Shadow String. И после того, как мы разыграем вот эти шэдоуские наборы триггеров, мы с вами благополучным образом сможем разыграть 5 Mi Band 5 серии, часы 70 May. И все. Каким образом участвовать, вы можете посмотреть сейчас в описании, но сейчас мы с вами будем обсуждать именно часы. После часов, только после часов мы с вами перейдем на тот канал. К чему это все? К тому, что про розыгрыши рассказал. Меня зовут, если что, Саня, канал домашний. И сейчас я вам буду рассказывать о часах от MSFIT, которые наклепали за последние 3 года столько, что голова кругом идет. И когда вы смотрите на фотографию АВУ данного стрима, вам кажется, что это много. По факту часов еще больше, и сейчас я по ним буду проходиться. Все-таки самая главная первая категория. Первая категория — часы, которые стоит покупать. После того, как в течение где-то 40 минут я всем расскажу и буду показывать по одним часам перед вами, потом я, скорее всего, опущу камеру или на канале для стримов во время розыгрышей расскажу про часы еще подробнее. Началось все для меня лично при общении с MSFIT вот с таких вот часов. Это первые мои утопленные им, не единственные убитые, а вторые из 2 убитых мной часы от MSFIT, это MSFIT Pace. После того, как я купил MSFIT Pace и их убил, чем я убил их? В них нельзя плавать, то есть я их утопил. Я купил такие же Pace через 3 года, и что они за это время сделали? Они улучшили автономность данных часов, они немного улучшили, по моим ощущениям, отклик, хотя вроде бы железо все то же самое, но мне вот, допустим, в обновленной версии, по ощущениям, они во всяком случае как минимум жили дольше. Здесь у нас трансфлективный экран. Что это значит? Это значит относительно большая автономность. В течение 5 суток они могут жить. И плюс вот этих часов, почему все их покупали как раз как только они вышли. Это фактически их визитная карточка. К ним можно подключать нагрудный датчик, для примера Polar H7 или H10. Вот.
И на них можно заливать музыку, и к ним можно подключать беспроводные наушники. То есть вы подключаете к ним беспроводные наушники, вы подключаете к ним нагрудный датчик, и у вас аналог каких-нибудь Суунта за 20-30 тысяч, ладно, может быть за 15 гармины есть, но подобных я не встречал. Ладно, будем говорить как минимум 20. Только это дело стоит в районе 5, а Полары, гармины и все остальное стоит в районе не 5 совсем. Понятно, что 5000 я имею в виду исключительно во время распродаж. Дальше, под каким номером? В описании к видео есть чертова дюжина, конкретно 30 цифрок. И если вы не совсем понимаете, как это дело выглядит, то вы можете посмотреть вместе со мной, я вам скажу, под каким номером, чтобы вы могли посмотреть обзор на них. На все представленные сегодня часы у меня есть свои обзоры. Помимо обзоров у меня есть обзоры сравнения на них. Соответственно, под номером 9 вот эти часики. И обзор на них почему-то один у меня указан. По факту у меня их два. Первый обзор на канале на MSFit Pace. И через 3 года на MSFit Pace такой же обзор, только чуть-чуть умнее. Не забываем прожать лайк за труды. Не забываем, если смотрите в записи, написать, что вы бы еще хотели, чтобы я купил для того, чтобы пообозревать. Допустим, Samsung я ношу уже, по-моему, 2-ю неделю. Apple Watch я носил довольно долго перед тем, как сделать на них обзор, но про эти часы я тоже обязательно скажу. Начали они с MSFit'ов. Они были дешевыми, в отличие от гарминов. И когда мы говорим, что гармины, имеющие такие же функции, приблизительно уже есть в ценнике MSFit'ов, не этих, но новых, то мы забываем, что до появления этих часов Garmin и Suunto вообще не чесались для того, чтобы сделать что-то подобное спортивное. Вот эти часы на распродажах, если вы занимаетесь спортом, вы знаете, что такое нагрудный датчик, вам не нужно плавать, я рекомендую на 100%, потому что с этого и стоит начинать, если вы не спортсмен и вам никто не занесет эти часы. Я имею в виду Garmin или Suunto. Их откладываем. Кроме этих часов, рекомендованы по-любому к рассмотрению, к покупке, это Стратосы. Стратосы, кстати, это помимо того, что их называют MSFit Pace, вот эти часы, их помимо этого еще называют Stratos 1. Потому что с модели Stratos 1 началась жизнь Стратосов. Это тоже спортивные часы Stratos 2 и Stratos 3. В отличие от Stratos 1, у них не разборная подложка. Здесь магнитная, здесь вообще защелкивающийся фиксатор. Довольно неудобная. Они идут под цифрами, сейчас 5 секунд, подскажу вам. Пейсы, Верджи, Бипы. Под 15 номером идет Stratos 3, Stratos 2 идет под... Не вижу. Stratos 2 идет под 21 номером. Напоминаю еще раз, что если вы будете смотреть стрим в записи, у вас будут внизу тайм-коды. И в них вы сможете увидеть, где конкретно и что. В чем плюс Stratos 2 и Stratos 3? Они уже не боятся воды. Они уже размера, что можно надевать их не на только 76 килограмм живого веса, а на и 120. И ремешки есть большие, и на крупной руке они выглядят хорошо. И чаще всего Stratos 2 я встречаю на руках у людей, которые не занимаются спортом. Они в основном занимались когда-то тяжелой атлетикой, либо качаются и давно забили, и поэтому покупают подобные часики. Почему они это делают в первую очередь? Потому что Stratos 2 и Stratos 3, во-первых, имеют также трансрефлективный дисплей, то есть он на солнце отражает свет, и на солнце он еще лучше виден. У них космические габариты, у них довольно крупные кнопки, не промажешь. И к ним также можно подключать нагрудный датчик. То есть, если вы идете в спортзал, в спортзале, я считаю, ни один датчик ППГ, даже Apple Watch, даже самсунговский не будет корректно вам показывать пульс, особенно если вы занимаетесь кроссфитом. Единственное, что можно на себя натягивать, это нагрудники. А нагрудники надо на что-то вешать. Либо на телефон, либо на часы. На часы вешать их всегда приятнее. Вот. И вот эта вот штука, она для спортзала прямо шик, блеск, красота. Для спортсменов. Те, кто качаются. Либо для тех, кто просто хочет носить что-то большое на руках. Вот эти Стратосы 2 и 3, это тоже их лицо. Стратосы 2 вышли чуть ли не года 2 назад. Стратосы 3 больше года. По-любому они что-то где-то как-то обновят. Но у Стратосов 2 есть еще одно магическое свойство. Они нереально дешево, относительно нереально дешево стоят. Их реально взять в районе 6-7 тысяч.
И для данного гаджета, который не боится воды, на который можно повесить нагрудник, залить музыку, слушать с них через наушники эту же музыку и при этом неплохо выглядит, это прям очень хорошо. Плюс у Стратосов есть модель плюс, вторых и третьих, она минимально царапается. То есть минимально царапается экранчик, и вы можете реально с ними ходить год, два, три. Никто не говорит, когда вы говорите о, допустим, часах электронных, что вы как механические с автоподзаводом, это тоже Xiaomi, будете их носить 10 лет, 15 лет, 20 лет. Нет. У них деградирует батарея, вы будете с бешеными пешками бегать себе по ремонтным мастерским и пытаться ее заменить. Потом вы будете удивляться, почему эти часы у вас очень быстро садятся. Так же, как если будете менять аккумулятор в телефоне, который уже морально устарел. А прошивка уже настроена абсолютно на другие. Android тот же, абсолютно на другие мощности. Прошивка на часах то же самое, потому что они новую линейку выпускают уже с каким-то апгрейженным процессором, тем же апгрейженным аккумулятором, как у Пейсов. Я уверен, что они туда что-то другое запихали. Вот он убого выглядящий Stratos 2 и Stratos 3, но об этом будете знать только вы. Почему только вы? По той причине, что это дело исключительно специфичная. То есть это не аксессуар, который вот смотрите, у меня Samsung, вот смотрите, у меня Apple Watch. Вы знаете, что у вас есть Amazfit, и только вы. Большинство не понимает в них ничего. Да, у них крупные продажи, но крупные продажи у них в первую очередь на модель, которую я следующую могу рекомендовать. И рекомендовать ее может вам любой, наверное, подросток, потому что это номер 2 в моем топе. Стратосы мы берем под номером 1, так как все-таки они с них начинали. Это Amazfit Bip. У бипов существует чертова туча клонов. Вот они, Amazfit Bip, уже с кастомным ремешком. Я не пожалел, $10 потратился. Купил у них на официальном сайте этот ремешок. Живет он у меня уже года полтора. Думаю, еще 15 проживет. Помыл, постирал, все в огне. На ваши вопросы я обязательно отвечу, друзья. Давайте я сначала раскрою тему, потому что кто-то будет обязательно смотреть в записи. У бипов есть очень плохое качество. Их клонирует само Xiaomi. Притом клоны исключительно все, кроме, понятно, что Bip Lite S, Bip Lite U, Bip Lite еще что-то. Ну, Bip Lite U, окей, он уже не с трансфлективным экраном идет. Но вот бипы, которых у меня раз, два, это вот все одни из бипов. Это бипы, US, P, вот. Да, вот это все клоны. И это не все еще клоны, это получается их видов раз, два, три, четыре, 5. У меня 5 или 6 даже, 6. Вот. Из них стоит рассмотреть к покупке либо первые бипы, потому что у них автономность может быть до 40 дней, и если вы их возьмете, их можно купить нереально дешево. И начинать знакомство, в принципе, с умными устройствами нужно либо вот с подобных фитнес-браслетов, это конкретно там опповский фитнес-браслет. Сейчас покажу Mi Band 4 Redmi, можно браслет за 1000 рублей купить, вот он. Я его не соединил еще. Вот. Там Mi Band 3 можно купить за рублей 800, но это уже Mi Band 4. Mi Band 4, Mi Band 5. То есть, если вы хотите носимое устройство в виде браслета, понятно, это при любом раскладе Mi Band. Лучше 5 сразу, потому что в районе 2000 рублей-$20 вы их обязательно, $22, вы их обязательно купите. Сразу перебью сам себя, несмотря на то, что прошло всего 20 минут от стрима. Есть отдельные розыгрыши для спонсоров. Спонсоры канала по понедельникам имеют стримы отдельные. То есть я с ними провожу в 9 часов иногда. В прошлый раз в 11 у меня сын в травму попал, мы проводили. Мы разыгрывали в прошлый раз Huawei Watch GT 2, их выиграл Игорь, и по какой-то неведомой мне причине он еще не объявился, но это первый из спонсоров, кто не объявился. Но спонсор по-любому появится. Вот. А из того, что мы будем разыгрывать завтра мы будем разыгрывать среди спонсоров Amazfit GTS 2 Mini. И завтра я им и скажу, что я буду дальше среди них разыгрывать. Скорее всего будет это QCY T1 TH01 наушники за 4,5, они хороши. То есть, в первую очередь, наверное, тем, что они у меня запечатаны, запакованы, я их купил несколько. И поэтому почему бы их не разыграть? Одни я разыграл уже, кстати. Но среди всех подписчиков. Но они мне не нужны, потому что не нужны. Надо же среди спонсоров что-то разыгрывать. Летим дальше. По Amazfit Bip U. Напишите, пожалуйста, как у вас с картинкой, как со звуком, все ли в порядке, никого ничего не напрягает, и у кого какие вопросы еще.
сообществе стрим не было. Он техногик с оранжевым ремешком на руке, это Apple Watch. Окей, ладно, вот, по поводу Amazfit, бипов и их клонов. Существует по мне только один достойный их продолжатель этой линейки. Это Amazfit Bip U Pro. Чем у них плюс? В чем у них плюс? Понятно, там экран у них уже не трансфлективный, уже цветной, уже красивый. Уже у них автономность значительно меньше, но у них хотя бы есть GPS. То есть тот счастливый момент времени, когда вы покупаете какой-то девайс без GPS, это печаль. В тот момент, когда вы покупаете девайс с GPS, и это все-таки уже новый телефон, это уже новые часы. Вы хотя бы понимаете, что вот это то, чего все хотели. То есть все хотели в BIP запихать GPS. Они запихали, автономность упала, ухудшился экран, ну и черт с ним. Но стоят они хотя бы не как GTS вторые. Теперь я прихожу к девайсам, то есть Bip U Pro я советую. Это под номером, обзор был 5 секунд. Я думаю, все равно это полезно. Не забываем прожать лайк за труды. 5-й это просто Amazfit Bip U. А Bip U Pro в описании это 2-й номер. Лайкаем. Лайкаем, и потом, если смотрите в записи, пишем, что мне купить. Потому что покупаю я все. К чему я это все? К тому, что когда я подойду уже к теме, что про часы рассказал, я покажу вам, сколько я всего купил из часов и не стал об этом рассказывать, потому что это хлам. Вот. И, ну, реально хлам. Смысла о них рассказывать никакого, и черт с ним, что я там купил эти Blitzwolf по 2000. Я не буду о них говорить, потому что они плохие. То есть, если я рассказываю о Halo Solar, которые плохие, но хорошо выглядят, Blitzwolf плохо выглядят, и они, в принципе, плохие еще и потому что плохие. То есть, у них нет плюсов вообще никаких. Так вот, Bip U Pro я тоже советую рассмотреть, потому что хотя бы они что-то попытались. Следующий идет в категории, опять же, по моему мнению, что, на что стоит обратить внимание, двое часов. Это одни, Model Patty сейчас нету, к сожалению, он купил такие Amazfit Nexa. Те, которые я с дури разбил во время первого же обзора, но они не погибли, то есть экран коцнулся. И вторые часы, это... Сейчас покажу и сейчас объясню почему. И вы поймете, потому что это вторая их попытка. Это не Amazfit, это чистой воды Xiaomi. Но они до такой степени все похожи, что абсолютно бессмысленно сейчас их разделять. Это просто Mi Watch. И те, и другие работают с eSIM. Завозится ли сюда eSIM или сюда? Завозилось в Москве экспериментально, у кого-то завозится в Украине. Это все головняк. Это все можно купить нереально дешево, то есть Nexa, если вы хотите химичить, устанавливать на них программы, извращаться, как один из моих администраторов Model Patty, который купил, я ему не советовал их покупать, но он меня, в принципе, убедил в том, что это того стоит. То есть если вы гик, если вам хочется себя занять, и если вы видите в себе силы на вот это вот лютое извращение, то вперед. Вы берете либо Amazfit Nexa, либо Mi Watch. Mi Watch это то, на что мы все надеялись, что они вот сделали супер копию от наших любимых часиков Apple, и они вроде бы зажгли. Но это не так, ничего у них не получилось. Итого мы просто получили продукт, который значительно дешевле, неплохо выглядит. Я уверен, его в Китае юзают по полной. Xiaomi-тов там хватает еще больше, чем в России, и для них, как обидно признавать, ценник для китайцев китайского гаджета лояльнее, наверное, чем для нас, даже в стоке. То есть вот это не особо распространенная тема, это еще менее распространенная тема, и по этой причине Nexa можно купить очень дешево. Это дело очень дешево я не находил. Если кто-то найдет, можете мне скидывать, народу посоветую, потому что так вот поизвращаться просто, ну, идея норм. Эти под номером 19, Amazfit Verge 2, по-другому их Verge 2 называют, либо Nexa. Это под номером Mi Watch, сейчас скажу вам под каким. Пока не вижу, может быть, я их даже не добавил. Но если что, вы можете просто написать Mi Watch, польза нет. Я думаю, даже я в первой тройке, просто если Mi Watch, не Mi Color Watch, а Mi Watch, польза нет, либо просто без пользы нет. Не добавил я их. Это получается 31 часы. Чем они хороши? Тем, что, опять же, с ними можно поизвращаться. И красивые они. Сейчас я попытаюсь. Вот такие же, получается, они, как и яблочные. Внешне даже, ну, все как всегда, срезали у бедного яблока.
Их мы отложили. То есть это единственные часы, с которых можно звонить, это единственные часы, но не единственные, на которые можно программы. Программы можно заливать даже на пейсы. Но это уже все глубокое извращение. Почему? Потому что, это из разряда заманухи. Я сейчас вам расскажу, что можно устанавливать программы, а вы потом очумеете их устанавливать, правильно? Никакого простого алгоритма там нет, а так как нет простого алгоритма, мы можем тактично об этом деле умолчать, правильно? И мы это и сделаем. То есть еще раз повторяю, что миссия данного стрима — это не попытаться вас убедить, что Amazfit или Xiaomi хорошо. Amazfit и Xiaomi не приблизилась к Samsung, не приблизилась к Яблоку и не приблизилась к Huawei. У всех них девайсы значительно технологичнее. Очень часто, к сожалению, у тех же Huawei они дешевле. Это, допустим, Honor Magic Watch 2. Вот за 7000 рублей, если вы купите те часы, вот подобные стримы можете не смотреть в ближайшие года полтора. Вряд ли их кто-то переплюнет, потому что техногигант Huawei и техногигант, соответственно, Honor, который от него отпочковался, имеют просто нереальные ресурсы по занижению стоимости своих девайсов. Что я имею в виду под занижением стоимости? Они сначала взяли премиум сегмент, как мне объяснял Сева, спасибо ему, товарищ, который живет в Китае и занимается, в принципе, так же, как и мы, техникой, только чуть-чуть по-другому. Вот в более серьезных масштабах и не ютубом. Так вот, помимо Huawei, точнее Huawei забрал премиум сегмент, потом решил задавить дешевые телефоны, дешевые часы и все остальное. И понизил цены на свои железяки. Да, они им выходят, допустим, в $100. Они их продают по $90. Но что они имеют? Они имеют просто рынок. То есть они забирают кусок рынка у тех, кто производит дешевые продукты, и эти бренды, они помирают благополучным образом, потому что когда у тебя есть выбор купить задешево Huawei, который идеален, или купить задешево, допустим, Infix или еще что-то подобное, за малые деньги ты будешь покупать все-таки лучшее качество. Вот таким образом они там воюют. Никто не говорит, что если производители в Китае дружат друг с другом, они не дружат, у них также рынок, у них таким же образом они пытаются друг друга задавить, и у них это неплохо получается. Не забываем прожать лайк за труды, и еще раз не забываем подписаться на канал для стримов, на котором будет розыгрыш 15 девайсов сегодня. Я думаю, сразу же после этого стрима. Вот. Рассказал я про часы, с которых можно звонить, на которые можно завести eSIM, и которые все равно рядом не лежат вот с этими девайсами, но они стоят дешевле. А Huawei стоит вообще неприлично дешево, и поэтому я их все разыграл, и, к сожалению, даже эти часы разыграл, поэтому мне, наверное, придется их все равно покупать. Потом для сравнений, так же, как я покупаю периодически наушники, которые я разыгрываю, а потом надо их все равно с чем-то сравнивать. Вот. Следующий девайс, который я советую, исключительно с точки зрения эстетики, и, понятно, это никоим образом не относится к поколению младше 20. Это вот 30+, как я. Я думаю, все знают, что это Amazfit Neo. Их выгрузили для чего, понятия не имею. Здесь нет вибро, здесь только пищалка. У них чертова туча минусов, они выглядят для многих как убожество, для меня это выглядит как штуковина, которая отражает мой внешний мир. И купить их реально за 2000 рублей. И те, кто когда-то в какой-то период своего времени не мог себе позволить купить, не знаю, не Seiko, Seiko даже, Montano или еще что-то подобное, у кого в Casio G-Shock есть какой-то внутри романтизм, и вам не важно, сколько подумает сосед, сколько вы получаете, если вы носите эти часы, потому что вы слишком хорошо получаете, чтобы говорить о том, что все у вас хорошо, то идеальный вариант. То есть я ношу их, когда я ничего не тестирую, я ношу эти часы, я буду их носить пока, наверное, долго. Долго пока. У меня в моем случае всегда долго. Это, кстати, еще одни. Нет, это не Amazfit. Их я советую, они под номером. Но опять же, для красоты. То есть это дело для красоты и какой-то информативности минимальной. Amazfit, может быть, их не добавил, но обычно я все добавлял. Вот то, что сейчас выкладывал вам и о чем рассказывал. Stratos, Bip, T-Rex, Verge, GTS, Pace, Neo. Под номером 7 Amazfit Neo вместе с обзором все дела. То есть смотрим. По поводу обзоров, секунду. Хочу отметить очень важную вещь. Вы, когда смотрите мои обзоры,
Основное, на что обращайте внимание, наверное, не на информацию в них, что довольно комично с точки зрения логики, но я бы советовал вам читать комментарии. Понятно, что там будет две категории людей, огромные. Первая категория людей, которые счастливы, что что-то купили, и всех убеждают, что это прям супер. Допустим, не буду говорить, с какими наушниками у меня были проблемы. Много счастливых пользователей и несчастливых, но когда у тебя 50 на 50 лайков и дизлайков, твой ролик не видит никто. Но это разумно. YouTube правильно делает, потому что это не торговая площадка, это площадка для того, чтобы рассказывать свою мысль. И рассказывать, не знаю, там, какие-нибудь истории, идеи. Черт с ним, с этими историями и идеями. Так вот, по поводу часов. Вы смотрите обзоры, читаете внизу комменты и делаете для себя вывод, стоит или нет. Если вам никак его не сделать, вы идете в мой телеграм-канал взаимопомощи. В телеграме-канале взаимопомощи в среднем сидит онлайн 500 человек, в основном 800. И пусть там только 5000 человек подписано на него, но представляете, онлайн 500 человек. Там мне много информации, там я всех постоянно баню, если начинается лютый флут, несколько суперадекватных и очень умных администраторов. И все, приходите. Туда я также постю, но чаще постю, конечно же, в телеграм-канал для скидок. Он у меня первым идет в описании. На него тоже подписывайтесь. Там я скидываю то, что покупаю. Сегодня я, допустим, купил Redmi AirDots 3 в одном месте. Товарищ мне попытается в Китае купить. И я еще в одном месте, когда куплю, я вам скину, пока они слишком дорого продают. За 2700 мне с промиком вышли Redmi AirDots. Те, кто говорят, что будут 1800, но они сейчас в Китае, если переводить в юани, а переводить их все равно придется, выходят 200 юаней, 2400. То есть вы, получается, платите, я плачу конкретно 300 рублей за пересылку. Я уверен, что все будет дешевле, но ниже двушки не скоро. За звук норм спасибо, мата на канале нет. Да, мата, хамства, рекламы на канале нет. Кто бы мне что ни писал, если здесь есть какие-то чуваки, которые хотят мне что-то как-то заслать. Еще раз, у меня есть только обзоры и только если мне интересно. Если мне не интересно, мы дальше будем обсуждать. Никаких рекламных пока проспектов нет. Рекламные проспекты, они вам будут не по силу. Вот сейчас у меня почти 800 обзоров и... Пока я ни с кем не договорился, и это хорошо. А так, если договорюсь, вы увидите значочек рекламный, там интеграция, но я не думаю, что это будет скоро и когда-то вообще будет. Да, дальше. К чему это все? К тому, что эти часы я советую. И сейчас я покажу часы, из-за которых меня недолюбливают. И, в принципе, я этих людей понимаю, но моя лояльность не изменилась к этой модели. Я думаю, что постоянные зрители канала прекрасно знают, о каких я часах. Это часы, которые убил мой 6-летний на тот момент сын. Amazfit T-Rex. У меня нет никаких моральных проблем с часами, которые позиционируют себя как армейские. Нет, есть. Вот теперь я могу говорить, я 19,5 лет в армии был, календарей. Льготных 32 года и 8 месяцев, по-моему. И что такое армейский стандарт, я примерно понимаю. И армию США мы изучали. И армейский стандарт армии США подразумевает, что это дело должно быть в армии США, во-первых. Во-вторых, подразумевает, что человеческая особь, которая их разрабатывала, либо делала рекламу, хоть раз в жизни бегала по шопу. Или не знаю, бегала марш-бросок с автоматом, который бьет тебе везде, просто по лицу, по рукам. И вот это вот дело, вспышка слева, вспышка справа, ему будет хана. И когда в тот счастливый момент времени, когда я вижу рекламу, что вот это супер-мега живучие часы, я их покипятил, я их позамораживал, все окей, даю сыну 2 удара, они мертвые. Как модель для красоты окей, как что-то из разряда брутальности окей, хотя мы берем Stratos и 3, которые, понятно, дороже, и сравниваем по внешнему виду с T-Rex'ами. T-Rex'ы более агрессивны, более молодежные, Stratos'ы более спортивные и менее агрессивные. К чему это все? К тому, что, к сожалению, у меня когнитивный диссонанс вот с этими часами, мне не нравится, как их пиарили. То есть до такой степени их облизывали все, что, наверное, поэтому у меня в первую очередь был негативный обзор. Даже не потому, что у меня сын их разбил, а потому что, во-первых, я в армейке был почти 20-ку, и они бы не выжили. И, во-вторых, помимо того, что я там был, эта штука слишком разрекламирована всеми. То есть, если просто сказали, чуваки, нормально выглядит, берите. Можно поприкалываться, там, позамораживаться, еще что-то. Но вот эти армейские стандарты, бла-бла-бла, там, попытка побросать их куда-то там аккуратненько. Вот ребенку дал, нормально бросил. Нормально бросил и убил.
То есть их я рекомендую исключительно как внешний вид и для того, чтобы, когда вы их разобьете, вспомнить блогеров, которые вам их советовали. Хотя очень вряд ли в нашем современном обществе люди их смогут разбить. Вот. Но военные, те, кто с оружием бегают, не ведитесь. Все равно же кто-то досмотрит. Не забываем прожать лайк за труды, написать в комментариях потом, что купить для обзора. Не забываем, что после этого обзора у меня будет стрим на канале для стримов, для розыгрыша 15 девайсов. 14 вроде даже. Или 15. 5 Mi Band'ов, 5 пар наушников Hacky Moon, это уже 10. Часы ZEP, 2 пары триггеров, по 4 штуки, по 4 коробочки. Мне кажется, я еще что-то забыл, но потом во время стрима обязательно вспомним, да? Дальше. По поводу Mi Watch. Все, что можно, вот это я показываю. Там справа в колонке есть ссылки на покупку. Но единственное, не обязательно это дело все покупать по ссылкам. Как вариант, вы можете просто в строке название копировать и все на Али. А как я делаю, допустим, когда я ищу дешевле, я нахожу товар и ниже пролистываю и смотрю, у каких продавцов цена дешевле. Вот, если у них не совсем мало подписчиков и не совсем мало у их магазина, не совсем плохой, как это называется? Сейчас 5 секунд. Не совсем плохой рейтинг, то я там покупаю. Обычно, чем ниже рейтинг, меньше магазин, тем у него ниже цена. Но для примера, у меня вивовских 2 телефона сейчас не высылают. Я купил 2 телефона Vivo, и оба продавца говорят мне: друг, закрываемся, мы тебе ничего не пошлем. Эти моральные уроды, по-другому не сказать, продают эти телефоны все еще, а мне не пишут: у нас в наличии нет. И закройте, пожалуйста, это все дело. Да, стрим идет не так давно, 36 минут, я все равно все расскажу. И после того, как я все расскажу, я обязательно это дело сохраню. И вы сможете посмотреть в записи, притом уже потом с тайм-кодами. Вот. Какие часы, что купить, я сейчас поотвечаю, хотя, опять же, это только на стримах, либо в телеграм-канале, либо спонсором лично. Потому что есть топы на канале, топ-10 часов, топ-10 наушников несколько. Для девушек топ-10 наушников к 8 марта я сейчас выгрузил позавчера. Дальше идут часы, которые я бы посоветовал и которые носила моя супруга. Это Amazfit Verge, это Amazfit Verge Lite. Сюда можно грузить программы, с них можно слушать музыку. По моей памяти к ним нельзя подключать нагрудник, но я, возможно, ошибаюсь. Выглядят они все так, что советовать их дело сомнительное, потому что это пластиковая штуковина, которая вряд ли добавит вам какого-то авторитета, но если вы по фану, либо вы подросток, то почему бы нет, тем более и Verge, и Lite очень часто продаются по неприлично низкой цене. А это основное, то есть если вы идете на распродажу, бах, низкая цена, и вы можете купить, а потом перепродать, если вам что-то не зашло. Внешне странные, мне они нравятся, супруга до Apple Watch их носила с удовольствием. Вот. Huawei Watch GT 2, конечно же, за 7000 брать. Внизу, кстати, в описании, в самом-самом низу, час уже, 40 минут почти прошло, уже свои остались, можно сказать. В описании есть ссылка на... С промокодами с 1 числа у Amazfit будут распродажи. Там не ультра низкие цены, я видел и дешевле. Если будут супер дешевые цены, либо более-менее адекватные, я скину их в телеграм-канал со скидками. А так на данный момент можете попробовать потом эти промики, может, на другие товары. То есть там страница того, что, точнее 4, по-моему, позиции, что они сейчас распродают, но там мне интереснее всего, допустим, промокоды, я думаю, как и всем. А из всего распродажного люто хорошо продают Amazfit Verge. Дешево, очень часто. Очень часто дешево продают Amazfit Stratos 2, потому что они уже старенькие, они им не нужны, как они думают. А помимо этого, очень хорошо раньше продавали Amazfit Bip, сейчас это довольно сложно найти, но это, скажем так, возможно. И дальше, помимо Amazfit бипов, что еще хорошо продают и дешево, Amazfit Pace хорошо продают, притом и на наших площадках, то есть на Яндекс.Маркете иногда, на Озоне иногда. С Яндекс.Маркетом у меня были уже, ну вообще совсем, в принципе, как и с Али, бывает что-то хорошо, что-то плохо. Допустим, мне скинули недавно ирригатор, который мне пришел, новый, от Xiaomi. Я его купил на маркете за 4, а на Али он вчера стоил 2400. И вот такой вот эпичный фейл. Когда я смотрел, вроде бы цена была одинаковая. Купил, пришел, и теперь цена совсем не одинаковая. Мир трудма и покемоны. Дальше. Что мы имеем, то и имеем.
Что еще интересного есть у Amazfit и у Xiaomi? Ну, общего у них уже мало, потому что Amazfit пытается любыми способами и средствами убедить всех, что они теперь Huami, а Huami только на 25% принадлежит Xiaomi, и они всего-то делают им Mi Band 5, и по большому счету у них даже зарядники одни от другого не сильно отличаются. То есть я беру с Mi Watch, допустим, с Mi Color Watch зарядник перекидываю на GTR GTS 2. То есть они идентичны. Магия жизни, да, два разных бренда с одинаковыми зарядками. Ладно, черт с ними, с зарядками, постепенно перехожу я к тому, что я минимально советую, но эти девайсы имеют право на жизнь. Дальше идут GTR первые и GTR вторые. Сейчас я попытаюсь GTR вторые найти, но я почему-то их не вижу, хотя их заряжал. Вот этот GTR 1, GTR 2 черные, круглые, и черт знает где они, по-моему, вот это они. Да, вот этот GTR 1, вот этот GTR 2. В чем их плюс и в чем их минус? В том, что ZEP – это программа, которая теперь работает с девайсами от Amazfit, она периодически очень сильно глючит. То есть у вас могут быть проблемы с оповещениями, у вас могут быть проблемы с автономностью, у вас могут быть проблемы с сознанием того, что вы купили девайс за 12-13-14 тысяч, а девайс, который стоит дешевле, Honor Magic Watch 2, сейчас можно GTR 2, окей, 9900 рублей, GTR 2 от Amazfit, ну это Huawei, как вы поняли, GTR 2 от Amazfit стоит 13-14. С этих звонить можно, с этих нельзя. У этих корпус так, что сразу видно, что у вас часики за десятку. У этих корпус такой, что я не понимаю, я Halo Solar взял в руки или все-таки GTR вторые. И вопрос остается открытым. Какого черта Xiaomi стали, не Xiaomi, а Amazfit стали отвалились со своим ZEP и стали по этому безумному конскому ценнику продавать новые девайсы, которые не могут того же, что могут конкуренты. Конкретно у Huawei можно зайти в книгу, пусть там 10 контактов, и позвонить прямо с часов. Понятно, они будут подключены к телефону, еще что-то, но это супер фича. То есть это прям супер-мега фишка. И они стоят дешевле на 3-4 тысячи. И сейчас... возможно, это слишком большая эмоциональность, но чтобы вы понимали, и это дело, и GTS вторые мне они упорно Amazfit все равно засылают. Когда вы смотрите вот этот стрим, вы думаете, вот там патронат Amazfit платит еще что-нибудь. Друзья, посмотрите 3 моих последних обзора на Amazfit, и вы поймете, а они были недавно, вы поймете, что чуваки просто хотят расширить свою аудиторию. А я тупо топлю все еще за их хорошие девайсы. Потому что хорошие девайсы у них были. Будут ли? Это вопрос. Потому что сейчас их ценовая политика, их отношение к своей программе, их программисты, их дизайнеры, их маркетологи, которые ставят эти ценники, они делают все для того, чтобы я мог сказать, Amazfit сливается. Да, они будут продаваться, да. Может быть, там акции их будут дорожать, может быть, кто-то полей и плевать, сколько что где стоит. Вот. Вот, сидит кто-то на первых бипах и радуется. Так вот, вот эти вот все суперфишки, GTR 2, GTS 2, GTS 2 mini даже, потому что у них тоже вот они, такие же зарядки. Тоже такой же конский ценник. Вот это и есть GTS 2E, вот этот GTS 2, точнее, да, 2E и 2 mini, вот они одинаковые практически часы. И еще GTS 2 mini они с неутопленной кнопкой по какой-то причине сделали. Черт знает по какой причине. Они взяли, утопили кнопку у GTS 2 и 2E. И все блогеры такие, вот из-за этой кнопки надо пойти и заплатить на 4000 больше, чем за Huawei. Вот, но окей. Это оценочное суждение, но мне кажется, это высшая форма идиотизма. Докапываться до кнопки. Но даже если хорошо, кнопки они где-то утопили, почему они здесь ее не утопили? Производитель просто жжет в последнее время. Новинки у него просто по космическим ценам. Когда они упадут до 8-9 тысяч рублей, пусть тапки аж горят, бежать покупать. Но опять же, понимаешь, что ты покупаешь девайсы, которые изначально хуже, чем у конкурентов за те же деньги. То есть, по факту, они все хуже Huawei, потому что у них меньший функционал. Все максимально тупо. Плюс у Huawei есть еще девайсы со сапфировым стеклом. И понятно, у Honor Magic Watch 2 стеклышко намного мягче, чем у Huawei Watch GT
2. И понятно, Huawei Watch GT2 и GT2 я хейтил, потому что когда-то я их покупал за 15 900. Но сейчас они стоят 9 900, а это дело стоит 13. И у этого дела меньше функционал. И я думаю, вы прекрасно понимаете мои негативные эмоции к тому бренду, на котором, можно сказать, стоит мой канал, потому что с него все начиналось, мне он понравился, мне понравилось об этом рассказывать, и я начал свой блогинг с них. Поэтому у меня так много их девайсов, и поэтому, скажем, я никогда про них не забуду. Да и вообще тема хайповая. В принципе, вам же интересно. Дальше мы приходим к интересным бесполезным штуковинам. Для многих они полезны, потому что их можно купить супер дешево. И эти супер дешевые девайсы это Mi Color Watch и Mi Color Watch S. Ой, точнее Mi Color Watch и Mi Color Watch Sport. И то, и другое есть на канале. Не забываем прожать лайк за труды. Я смотрю, много людей, мало лайков. И я буду их, да, подло выпрашивать, потому что у меня взрослая аудитория. И они ничего там не ставят и никому не пишут. Вот, дальше смотрю, где Mi Color Watch. Под каким номером, потому что уже как-то забыл сказать вам. 23, нет, это Amazfit Core 2. Core 2 и Core 1 это мракобесие. 22 и 23 место не брать, морально устарели. 26-27 Mi Color Watch, и в чем их плюс? Ну, кроме того, что я скажу, они красивые, можно их купить за 1006 и поиграться. Ну, каких-то суперских функций у них нет. То есть сказать, что вот чем-то они эпичные, ну нет. Они нормальные часы, обычные. Если урвать их по хорошей скидке их продают по той причине, что ну, они мало кому нужны. То есть, учитывая их лаги, функционал, но это уже Xiaomi чистой воды. Это не Amazfit, к Amazfit отношения не имеет вообще никакого. Но линейка та же фактически, оболочка максимально похожа, поэтому о них я тоже рассказываю. Вот, к чему это все? Есть еще такие штуки, как GTR и GTS. Amazfit. У них целая история, почему по поводу GTR 2 я начал с GTR 2, а сейчас пришел к GTR 1. Потому что GTR 1, если сравнить, как выглядит GTR 1 и GTR 2, можно найти тулярд отличий. То есть большинство людей покупало вот это дело из-за внешнего вида. Я их понимаю, подобного найти тяжело. А когда ты смотришь на этот внешний вид, наверное, подобного тоже найти тяжело из дорогих девайсов. Из дешевых очень много. И те, кто покупает GTR 1 и GTS 1, они должны быть, есть еще Lite, GTS 1 и GTR 1 Lite. У меня, по-моему, они тоже были, и тоже в описании есть ссылки на их обзоры. Сейчас 5 секунд. GTR Lite 10 место. GTS Lite. GTS не вижу пока. Без разницы. Вот, и GTS Lite, то же самое, в описании есть ссылка на них, можете посмотреть обзор. Девайсы хороши, с прошивкой иногда какие-то глюки, за свои деньги, если вы купили их дешево, более чем. Фишек достаточно, смысла супер разжевывать нет, нагрудный датчик не подключить, то есть не про спорт. А все остальное это довольно относительная штука. Нет у меня на руках Xiaomi Amazfit X, потому что те, кто патронаты, они получают Amazfit X. Мне прислали с раскладом, чтобы я потом их послал дальше. Хотя я хотел разыграть. Вот их я хотел разыграть. Amazfit X это браслет за 20 с лишним тысяч рублей. Смешно говорить, но вот этот девайс того стоит, потому что аналогов его тупо нет. И можно с пеной у рта, как очень многие любят со мной спорить, что дорого, еще что-то. Ну вот есть какие-то вещи, которые, несмотря на то, что дорого, а подобного нет, и поэтому они устанавливают цены. Вот они установили на Amazfit X какую-то цену космическую и имеют право, потому что аналогов по габаритам, внешнему виду и ощущениям в принципе нет. И Amazfit X я советую для того, чтобы, если у вас прям много-много денег и вы хотите браслет, то почему нет? Это 6-е место в топе. Но опять же не топ, а 6-е место в том из того, что я рассказываю. Дальше идет простые и слишком простые а-ля мега супер гипер шлакоблок, как многие думают. Почему это не шлакоблок? Потому что это все-таки краудфандинг Xiaomi. Почему я о нем рассказываю? Потому что логично, что будут смотреть, потому что это Xiaomi. А почему это все неплохо? Потому что если вы покупаете часы, в 99% случаев вы покупаете часы для того, чтобы выглядеть
Ну, не чуть-чуть лучше, но хотя бы по-другому. Это аксессуар в первую очередь. И у Xiaomi есть несколько стартапов, которые неплохо прошли и неплохие результаты показали в плане востребованности публикой, за что я их, скажем так, в принципе, уважаю дополнительно, потому что они не боятся, им плевать. Я не думаю, что там какие-то космические доходы были. У меня их 3 лежит. Это Солары кругленькие первые, есть Solara Watch вторые, они квадратные, и есть еще Mibra Air. Mibra Air я разыгрывал, но у меня, по-моему, еще одна пара была, не пара, а еще одни часы их были, но смысла их искать особо нет. Напоминаю, что среди спонсоров я на следующей неделе, завтра точнее, GTS 2 Mini разыгрываю, потом HTC 01, это которые с шумоподавлением наушники. Сейчас, подождите, посмотрю, они здесь, по-моему, у меня. Это открытая? Нет, это закрытая упаковка. Вот эти наушнички на следующей неделе в понедельник. Так что напомните мне. Единственное, может быть, там не в 9 стрим будет, а чуть позже, как всегда. Но посмотрим. Так вот, по поводу все-таки Mibra Air. Это 30, 29 и 28 место. 5 секунд. Счастливый мой iPad, чтобы я смотрел в камеру, iPad внизу. Вот. Рекомендую, если у вас $20 и вам нужны не браслет, а часы. Потому что все, кто говорят, чувак, что за бред, это глюкнутая лабутень, это что-то плохое, хайпите на дешевом, бла-бла-бла. Окей, где за 1600-1700 рублей ты найдешь часы? Ну, хорошо, браслет в форме часов. Хорошо, хоть что-то, что работает. Потому что вот этих блицвульфов и подобного шлакоблока у меня лежит полстола вот здесь. То есть вот они прут, эти часы, которые а-ля нормальные, там, бла-бла-бла. Я их покупаю по 2 штуки. То есть я даже не брал вот подобный шлак. По-моему, у меня только одни часы на обзор прислали. В итоге я на него не сделал, потому что они сдохли. То есть все. То есть я пытаюсь что-то аналог взять, но только у Xiaomi, только с краудфандинга работает дольше недели, чтобы я их мог протестировать. Все остальное помирает слишком быстро для того, чтобы я мог каким-то образом потом сделать ответ на вопрос, стоит ли брать или нет. Если это дело умирает, как я могу ответить? Никак. Могу сделать, конечно, обзор, они у меня погибли. Но он будет минимально информативен. Не забываем прожать лайк за труды. И не забываем, на канале нет мата, хамства, рекламы. И покупая то, что вы мне советуете. MSFit мне, кстати, советуют все, что, в принципе, неудивительно. Вот, сейчас я тестирую еще раз Samsung Active Watch 2, уже больше недели. Apple Watch просто здесь у меня на руке, для того, чтобы вы понимали, что у меня были Motorola, еще много чего я тестировал, но ничего у меня не задержалось. То есть MSFit мне нравятся, я их оставляю. Часть разыгрываю, часть оставляю, основную массу оставляю. Дальше идут чисто Xiaomi-шные. Mi Watch. Не Kala, не Mi Smartwatch, а, по-моему, просто Mi Watch. Сейчас я даже скажу, как они назывались. Прям реплики друг друга. Лучше назвать, наверное, какое место. Не забываем, кстати, прожать лайк и подписаться на канал. И на канал для стримов тоже. Mi Kala Watch, Mi Watch Kala. И, может быть, я их даже не добавил. Потому что очень они такие специфичные. Нет, я их не добавил. Это, считайте, 31 и 32 место. Видите, как у меня все-таки много часов. Это квадратное чудо, что Redmi, что Xiaomi, они выглядят неплохо. Вот посмотрите, экранчик симпатичный, огромные грани, друг друга копируют. И черт с ним, так же, как копируют их 70 May, которые я сегодня разыгрываю. Только единственное, здесь сапфировое стекло. Здесь операционка получше. Чтобы поиграться, тоже норм. Но зачем? Ну, чтобы поиграться, можно Mi Band 5 купить. Хотите поиграться, в принципе, неплохой вариант. За эти деньги они продаются довольно дешево, особенно на сейлах. Повторяю, что верхняя строчка здесь мой телеграм-канал со скидками. Если вы зайдете, никакого шлака из разряда кабелей Базеус вы там не найдете. Я туда скидываю либо то, что я сейчас купил, либо то, что я планирую купить. Ну, чаще, что купил уже. И что, по моему мнению, довольно дешево стоит. И выгодно покупать. Вот. Что у нас следующее? Про Mi Kala рассказал, про Mibra Air рассказал, про Xiaomi рассказал. Есть еще гибриды у Xiaomi. Это Xiaomi Midja. Часы, которые, к сожалению, обладают чертовой тучей глюков на старте, но на данный момент считают шаги при необходимости, могут оповещения вибро звоночком вам
приводить. Ну и все. Это все, что они могут, и все. Дальше. По поводу отвечать на сообщения. Михаил, нет никаких часов от Xiaomi, кроме Nexa. И нет никаких... Давайте вот так. Nexa могут, и Mi Watch может. Но я их не советую. То есть нет никаких часов у Xiaomi, подобных этим. Нету. Тупо. То есть нет часов, которые... Из тех часов, которым вот 32 часов, больше даже, 32 экземпляра, по-моему, часов у меня здесь, даже больше, 37, наверное. Но я часть из них не показываю, потому что они совсем что-то печальное. В описании, если что, почти весь перечень. Так вот, ничего аналогичного Apple Watch, ничего аналогичного Huawei Watch GT 2 и ничего аналогичного Active Watch 2. Почему? Потому что с них тупо нельзя звонить. Кроме Amazfit Nexa через пень-колоду и Mi Watch. Потому что все эти GTR 2, GTS 2 на данный момент не имеют функции звонить. То есть вы не можете даже подключенному по Bluetooth устройству набирать кого-то, пусть даже 10 человек. Вот. По поводу Amazfit рабочий NFC. Рабочий NFC есть в Mi Band 4 NFC и все. Вот. Все остальное может быть там в GTR, GTS. Я уже за этим делом особо не следил. Мне кто-то с пеной у рта доказывал, что они где-то есть. К сожалению, не видел. Не видел подобного рабочего NFC. Возможно, я не прав. Вы можете меня поправить. Здесь, наверное, стрим не о том, что вот прям они супер все могут. Вы можете посмотреть каждый обзор. Не одними из этими часами я на момент покупки ничем не мог расплатиться. Вот. Если какие-то есть кастомы, либо какие-то супер новые прошивки прилетели на них, то может быть. Есть что еще интересного у Amazfit из того, что вы не сможете, к сожалению, купить при желании, но только если вы в Китае, это Amazfit Health. Это дело измеряет ЭКГ. То есть все остальное ЭКГ измерять не может. Вот. Все остальные подобные девайсы у Xiaomi, вообще у кого угодно, кроме проф каких-то, ну ладно, окей, кое-как Apple Watch. Все остальное считает ЭКГ. Это не медицинский прибор, короче. Кто бы вам что ни говорил, часы, кроме Omron. У Omron есть часы, они безумно убого выглядят и по давлению. Вот. Давление вообще никто не считает, кроме Omron. ЭКГ считают некоторые часы, вот, допустим, Amazfit Health, может быть, еще какие-то научились. Точно Apple Watch умел, но все это точно не для России, точно не для СНГ, потому что я на данный момент не знаю сервисов поддержки, которые бы, если вы ходите в России, вам позвонил врач и сказал: чувак, у тебя проблемы с сердцем. Можете мне подсказать. По поводу умных колонок, Вячеслав, у меня этих колонок очень много. Я сначала про глупые расскажу, хорошо, а потом уже начну про умные. Потому что на прошлой неделе я рассказывал про телефоны, на этой неделе про что я рассказывал? Тоже про телефоны и топ-10 наушников делал. Вот сейчас делаю топ-10, топ-25 часов. Вот. Если вы, хотя надо было с этого начинать, но сейчас, наверное, самые мотивированные остались, заморочены на том, чтобы с часов звонить, и вы готовы к боли. Есть Lemfo бренд, и есть еще бренд, называется он... С Lemfo у меня еще будут часы, кстати. Потому что вот эти, по-моему, двое они мне засылали, одни я разыграл. А одни не забрали, кстати. По-моему, я двое даже разыграл. Короче, вот эти еще не разыграны, я их разыграю в следующий раз. И еще раз по поводу, кстати, розыгрышей. Давайте так, если в течение месяца люди не объявляются, вот у Honor Magic, у наушников только сейчас объявились. У меня, допустим, 140 отзывов, отправлял посылки раз 200, а разыгрывал, наверное, девайсов 300. То есть часть из них у меня осела, это дело я буду разыгрывать среди спонсоров, потому что куда-то все равно надо девать, а спонсоры точно их дождутся. Хотя Huawei Watch GT 2 почему-то Иван еще не написал. Так вот, Lemfo это нехорошо. Lemfo это плохо и очень плохо Mobvai. Mobvai это TicWatch. То есть, если вы хотите купить супер хлам и потом любиться с ним, и даже хейтить я его уже не буду, то есть я буду рассказывать о LEM 14, мне пришлют их также двое. Одни я разыграю среди спонсоров, одни среди подписчиков. Так вот, при любом раскладе это боль.
Это смерть, это боль, это тормоза, и они сдохнут. Они все равно сдохнут раньше, чем вы планируете. Они все равно будут тормозить больше, чем вы надеетесь на это. Вы все равно в них никогда не сможете играть, так же, как не сможете играть с проектором дешевле 50, да даже дороже 50 тысяч рублей. Если только вы не мазохист и не можете себя убедить в том, что там нормальный FPS, или не сможете себя убедить, что вы смотрите HD, а там написано 4К, а там даунскейлинг. И как бы и вам кто-то повтирал, красивую картинку показал на экране, и вы такие тоже играете, и вам в кайф. Нет, это так не работает, с часами такая же лабутень. То есть часы все, с которых можно звонить, в которые можно запихать физическую симку, хлам, если бы были какие-то без хлама, то я бы рассказал. Кроме самсунгов, окей, но там, по-моему, физической симки нет. Можете меня поправить. У самсунгов нету. И, конечно, Apple Watch eSIM, если есть, но я, по-моему, не встречал в России. Но я совершенно возможно ошибаюсь. Вот, никаких там открытых систем из разряда установить любые программы, еще что-то. Я уже говорил перед стримом, на прошлом стриме, что проблема с часами огромная. То есть, если наушники идут вперед, автономность под 10 часов, кодеки новые, микрофоны становятся лучше, какие-то функции дополнительные привозят, допустим, у MSFit, вот у этого дела MSFit Power Buds. Здесь есть пульсометр, прикиньте, то есть они измеряют пульс ваш. Они у меня здесь лежат, поэтому смысла их доставать нету, потому что в коробке ничего нет. У MSFit есть еще огромный плюс, они делают очень красивые коробки, как вы заметили. Это сложно не заметить. Так, сейчас красиво поставлю. Колонки все равно не работают. Дальше. Страница недоступна в ВК у всех так. Адоши, вы просто добавляете меня в друзья и все. Если вы, опять же, выиграли. Если вы не выиграли, вы просто хотите пообщаться, вы идете в телеграм-канал и пишите там. Если в телеграм-канале, точнее, пишите «Я выиграл», вам дают мой контакт. Тем более, у меня там 2 аккаунта, вы мне по-любому сможете написать. Пишет мне чертова туча людей, к сожалению, и вопросы исключительно оскорбительные. Это из разряда того, что человеку лень посмотреть обзор, человеку лень посмотреть топ, все мои мысли, какие лучше часы, какие лучше наушники, какие лучше кроссовки, еще что-то есть в моих топах. Чтобы разжевать все супер, я еще делаю стримы, то есть максимально. И сейчас даже с лицом, чтобы вы видели, что вот говорю именно я вам, а не какие-то ручки, и чувак просто начитывает. Добрый вечер, извините, пропустил. Уже рассказывали про Amazfit Stratos 3. Да, на Stratos 3, на Stratos 2 у меня было много обзоров. У них были еще обзоры сравнения. И еще и были стримы, посвященные исключительно этим часам. Так же, как на GTR, по-моему. Так что можете посмотреть на канале и все узнаете. Как участвовать в розыгрыше, к сожалению... Для этого первое, что необходимо, это научиться читать. Второе, знать, что такое описание к видео, то есть вы нажимаете вниз и читаете внизу условия. И смотрите ролик и участвуйте, если хотите. Про роутер обещал рассказать. Да, Тимур, и все постепенно я рассказываю. К сожалению, я сразу обо всем не могу, но делаю это поступательно. Я даже о Huawei P40 Pro в итоге рассказал. Но, правда, прошло полгода. Для меня умные часы — это, как ни странно, показ времени, даты, погода. Константин, добрый вечер, спасибо за стримы. Костя, привет. Вячеслав, привет. Огненный обзор на Samsung как-нибудь. Пока они мне нравятся, кроме... Физически они мне не нравятся. То есть они, не нравятся они мне. Не знаю, может быть, это из-за цены, но, скорее всего, нет. Я попытаюсь сформулировать. На экшн-камеры обзоры были убогие. Вот GoPro 8 уже вышла давно 9. Я этой периодически пользуюсь, но мне кажется, что на экшн-камеры нужно делать обзоры в чем-то красивом месте. Я сейчас нахожусь в Петербурге, и сказать, что здесь там супер красивые места, я не скажу, к сожалению. Сформулирую, тогда расскажу. Imilab KW66, надеюсь, вы не продавец, потому что они у меня есть, Сергей, они ужасны. Девяткина тут, здорово, Андрей, расскажи про Xiaomi Halo. Дэвид, все обзоры на все вот здесь часы, которые лежат, я думаю, часть из них основную вы сейчас увидите, если у меня ноутбук не упадет. Вот про все эти часы есть обзоры на канале. В описании есть ссылки на эти обзоры. Вы можете их
посмотреть, почитать комментарии под ними. Обзоры всегда по 5 минут. Смысл распыляться по поводу какого-то одного девайса в течение часа, когда их 36 по факту, хотя указано 25, но их 36. Я не вижу. Не забываем прожать лайк за труды, не забываем, что после этого стрима где-то через полчаса я сделаю стрим без лица и разыграю 15 девайсов, плюс еще поиграю в танки. Надеюсь, кто-то на телефоне играет в танки, потому что после PUBG, либо в PUBG, либо в танке, чтобы расслабиться. Единственное, не забываем, что необходимо еще добавить такую неприятную штуку, как подписку на канал для стримов. Вот. Потому что так. Есть какие-то надежды на Realme Buds R2. Надежда всегда есть, у Realme часто хорошие вещи выпускаются. Все, у кого есть девочки, женщины в друзьях, не забываем, что позавчера я выгрузил топ-10 наушников для женского пола. Они подходят и мужскому, но так как женщины и девушки у меня есть знакомые, я какие-то часы им подбирал, но в основном наушники, потому что больше у меня наушников, конечно, на канале. Я сформулировал вот этот топ. Сформировал из того, что им нравится. То есть даже у меня у друга, у Димы, возможно, он смотрит, по-моему, дочка, по-моему, выбрала Realme Buds обычные, хотя она выбирала из более дорогих наушников, что довольно странно. Кстати, бритву от Xiaomi я купил по вашим обзорам, доволен, спасибо. От Doshi, я рад, что вам она зашла. Любые товары, которые, опять же, советую, помните, что я советую их с маленькой пометкой. Если это бритвы, если у вас есть 20, чтобы купить что-то топовое, при любом раскладе это топовое будет лучшим, к сожалению. Сейчас я поправлю. Надо изменить период времени на iPad, чтобы смотреть в камеру. Есть еще какие-то претензии по стриму? Звук, картинка, возможно, как я веду, руки бесят. Сань, ты тоже так танкист, погоняем в Блиц. С удовольствием, Дмитрий, но только на телефоне. Неплохой топ, можно выбрать что-то новое для себя по функционалу. Пожалуйста. TicWatch 2E Weekend, если вы не продавец или вас не зомбировали, не советую никогда. Йода или Грогу? На столе Грогу. Это Грогу и это Мандалорец. У меня не детство в попе, я просто смотрю сериал, мне понравились эти штуки, они попали мне в рекомендованных, я их купил. Почему бы нет, правильно? Дальше Саня забанили меня в телеграм-канале за то, что помог человеку, где купить часы. Алексей, вас забанили не за то, что вы помогли, а за то, что вы нарушили правила, и все. Саня смотрел, в личку никто не запрещает вам что-то кому-то писать, правильно? А так как там 5000 человек, логично, что 300 забаненных, они не просто так банятся. Повесил петличку, звук лучше стал, спасибо. Влад, стараюсь, притом самое обидное, я купил и беспроводную петличку, но она работает хуже. Не знаю почему. Давай розыгрыш с Гена Зайцев. Я решу сам, когда розыгрыш. Вам не обязательно на нем присутствовать. Вы можете просто потом зайти на канал для стримов, и в прикрепленном комментарии будут фамилии тех, кто выиграл. Плюс я всем им пишу в сообщество. То есть есть у вас такая вкладка в YouTube аккаунте, как сообщество. И туда я записываю. Не забываем, кстати, открыть подписки. Вот. Артем, долго ли я планирую стрим вести? Пока не знаю. Пока веду, пока ведется, пока вопросы есть. Потому что стрим для этого и нужен. За неделю у кого-то какие-то вопросы накопились, на которые я могу ответить. Я на телефон и гоняю земляк. Раньше в Оленегорске жил, сейчас в Питере. Я в Мочегорске, Дмитрий, тоже жил. С каких часов можно отвечать голосовыми сообщениями в WhatsApp? Кроме Samsung и Apple. К сожалению, не знаю. Возможно, Питер не равно Мурино. Алекс, а если я скажу, что у меня жилье есть и в Питере, но я выбираю Мурино? Это будет считаться, если у меня прописка городская? Что канал для стримов? Канал для стримов в описании к видео. Вот. Там я провожу розыгрыши. Какой фирмы петличка беспроводная? Боньо. Ну, обычная. Боньо. А беспроводная, сейчас скажу, Кауф что-то там. Но она недорого стоила. Вот, сейчас покажу. Ужасно работает. Ужасно. Хотел делать обзор, но не буду. Расскажи о Amazfit BPU. Не советую, ТЧК, Иван. Есть обзор у меня на Amazfit BPU, на Amazfit BPU Pro. У U Pro есть смысл их покупать. Почему? Потому что они с GPS. BPU обычные, это... Вот, не знаю, вам жалко потратить на GTS 2 mini, которое я разыгрываю, либо на GTS 2, 2E, вот, ну, и вы хотите что-то такое с неровными краями. Зачем?
Ну, как бы не мне вам рассказывать, что по факту вы покупаете просто бренд. То есть, ну, как какую-то штуковину бренда, которая не является уникальной, и аналогов у самого же бренда много. Примерно плюс-минус за ту же цену, но лучше выглядеть будут. Немного звук не такой. Model Patio, окей, тише, громче. Дальше. Будет обзор на Realme Watch S Pro. SD, Realme Watch S. А я их разыгрываю, кстати. Напомните мне, может, я Realme Watch еще разыгрываю? Вот я что-то на них посмотрел. Я разыгрываю Realme Watch? Я, по-моему, в описании просто не добавил. Друзья, постоянные подписчики. Потому что если я их разыгрываю, то, наверное, надо что-то думать. Да, отлично, вот это и есть 15-й девайс, Realme Watch S я разыгрываю. Там 2000 лайков нет, поэтому S Pro я не заказывал. Бедлам, спасибо. Вот, все-таки 15. Все-таки я молодец. А то я забыл, что еще. В описании нет на них ссылки, но я их разыгрываю. Те, кто смотрит канал, могут тоже выиграть. Пользователь, хватит спамить. Дальше. Сделай обзор на пневмат с AliExpress. Обычный пользователь нет. Сделай обзор на наушники беспроводные One More. Все, что One More, Net, я из того, что покупал, все было как минимум плохое. Хотя у меня есть шнурки их, и они не сильно плохие. Дальше. Какие часики взять с встроенной памятью и защитой от воды на Mi 9? Active Watch 2. Samsung. Да. Потому что... Но смотря какой у вас, опять же, прайс. Обычный пользователь, вы будете теперь забанены. Заблокируйте его, пожалуйста. Саня, часы 21 May от Xiaomi. Как относишься к этому бренду? Короче, Diz Elite. Вот эта вот штука, это не супер хейчено мной. Хотя, мне кажется, очень сложно было в обзоре не понять, что я их не советую. То есть, если вас интересует внешний вид, то да. То может быть. Я их разыгрываю. У них сапфировое стекло, но на этом плюсы заканчиваются. И да, это суббренд Xiaomi, но это не значит, что... Они же не работают в их Mi Fit, правильно? Они даже с MS Fit не работают. Но это жалкое подобие левой руки. Выглядит нормально, ну и черт с ним. Надеюсь, никто не знает этот анекдот. Завтра расскажу. По очкам твоим не сильно портят зрение. Можно видео монтировать в них. Вы очумели, Алекс Тарахтина? Вообще-то... Вот эти очки, вот они, по факту я все-таки сижу вот в этих. Но так как эти делают меня, к сожалению, похожим на тех героев сериалов, на которые я не хочу быть похожим, то я их на стриме не ношу. Вот. А так работаю вот в этих. Но это тоже те же Xiaomi. В них хорошо. Посоветую часы для плавания. Часы для плавания что угодно, но не Xiaomi, не Amazfit. Вы покупаете себе нагрудник для плавания, чтобы нормально подсчитывал пульс, и Stratos и Polar, что-то подобное, что можно повесить на них. Потому что Stratos вторые, точнее не Stratos и Polar, а Garmin и Polar. Потому что Stratos, ну они неплохо считают, но все равно это не то. Что можно взять за 4К? Можно взять пятый Mi Band, потестировать, нужны ли вам вообще носимые гаджеты и все. И потом уже решать. Павел Стальмаков, к сожалению, вас придется забанить. Очень прошу не спамить, друзья, вас очень много. Стрим существует в первую очередь для того, чтобы я имел возможность ответить онлайн на вопросы всех, кто приходит на него, правильно? Дальше, какие годные часы на Wear OS? К сожалению, все на Wear OS годным назвать нельзя. То есть... Я не могу назвать ни одних часов, которые бы вот прям летали, и вам было бы так же приятно их юзать, как Apple Watch. Наверное, так. У Huawei хорошие часы самсунговские, любые, Honor любые и Huawei любые. Если мы берем Amazfit, то нужно выбирать. Вот сейчас стрим был как раз по поводу этого. Если берем, я его сохраню, сможете потом по Model Patio, если сможет нарезать теги временные, отрезки, то я думаю сделаем. Если нет, то кого-нибудь еще попрошу. В Казахстан высылаешь призы Bake Z? Я везде высылаю, в Казахстан уже высылал. Будут ли обзоры ноунеймов на смарт-часы? Пытался я их тестировать, я уже показывал, что их у меня целая горсть. Вот этот вот шлакоблок и еще несколько. Но пока
У меня нет желания о них рассказывать ничего. Саня Неверов, еще раз повторяю, все, кто хотят розыгрыш, очень прошу вас уйти со стрима и подождать следующего стрима, либо прийти завтра, скорее всего, с утра и посмотреть, не выиграли вы, и все. Потому что я их набираю, стримы делаю не для массовки. То есть стрим – это стрим, это ответы на вопросы. А стрим на канале для стримов будет как раз с розыгрышем, там вы сможете просто в прикрепленном комментарии увидеть, кто выиграл, и все. И никаких моральных и материальных проблем. А дальше смарт-часы, чтобы музыку без телефона слушать, желательно с защитой, как у Mi День. Как у Mi День, я не знаю. В общем, с чего можно слушать? Это Stratos 2, Stratos 3, это Stratos 1, Amazfit Pace, это Verge. Verge, по-моему, можно. Можете меня поправить, но 99%, что не в лайте, а в обычных можно. И... конечно же, двое часов под названием не Call Watch, а Mi, Xiaomi Watch и Model Pad. Это здесь на Nexa 2 же, на Nexa можно? Amazfit Nexa. Dangerous нет, я разыгрываю среди всех. Если вы хотите канал, который будет разыгрывать только среди тех, кто в сети, идите на другие каналы. У меня все честно. У меня в основном взрослая аудитория. Не у всех есть время смотреть стрим онлайн, потом смотрит кто-то в записи, кто-то на работе. Мне 8 или 7%, младше 17. Дальше Verge можно. В лайте, по-моему, нельзя. Сергей Лазаренко, вам спасибо, что смотрите. Amazfit Pace тема, да, Максим, но плавать в них нельзя. Опять же, у меня они утонули, может, у кого-то они не тонет. Мне многие писали. KW66 на руках, мне не интересно, Сергей, я их купил, я их протестировал, может быть, расскажу, но очень сильно вряд ли. Дальше также в одном обзоре так сказали, что я предполагал, на Nexa можно, на Nexa тоже, видите, все правильно. Verge Lite за 37, топ, да. Лучше, по моему мнению, с самого начала было много их. Pace, Stratos 1.2, бипы, Bip U Pro, потому что там уже появился GPS. Разумеется, это первая попытка Xiaomi сделать умные часы Mi Watch, несмотря ни на что. Точнее, не первая, Amazfit Nexa, но это Amazfit ближе. И Xiaomi Mi Watch, вот эти вот часики, с которыми можно химичить. Ну и, наверное, гибриды их, они их все-таки допилили. Но это не Amazfit, а это Xiaomi Ninja. Они хороши. На каких часах Xiaomi можно измерять артериальное давление? Ни на каких. Совершать исходящие тоже ни на каких. Я вам скажу, что артериальное давление вообще ни на каких часах, кроме специализированных медицинских, на которых, к сожалению, ни у меня и вряд ли у вас не хватит денег, потому что проще купить тонометр. Ты делал обзор на Apple Watch? Да, он на канале. Что думаешь про смарт-часы с двойным экраном? Стоит ли оно того? Я думаю, что они с одним экраном-то не могут нормальные часы сделать никто. Вот, супер, чтобы там с них можно было и звонить, и играть в тот же PUBG или еще что-то. Я говорю, в моем понимании умные часы стоят на месте. Никто не придумал новый вид аккумуляторов, никто не придумал какие-то вещи, за которые ты потом берешься и думаешь, вот, дошло до них. Все рядом да около, нового ничего. Нового, к сожалению, вообще ничего, но ЭКГ окей, у Apple Watch появились. Есть ли рабочая схема по подбору размера обуви? Только примерять. Honor Magic Watch 2 не тонут? По-моему, нет, но лучше посмотрите обзор мой. T-Rex 2 планируется. Виталий, если они продавать будут, то да. И если вы имеете в виду Arias, то нет, их не продают нигде, я их купить не смог. Какой район в Питере? Это Мурино, это не Питер, это Ленобласть. Правильно меня поправили, но метро рядом, поэтому для меня это Питер. Подскажи, часы круга, так все детство провел на большевиках. Джона Рида 1, корпус 1. Школа номер 667. С 6 класса я там учился. На Дыбенко еще учился. Лучший Amazfit для бега. Самый дешевый, Виталий. Amazfit Pace покупаете к ним нагрудный датчик. Polaris 7. Где-то здесь. Куда-то я его закинул уже. Вот, и все. И будет вам радость. Будете с ними бегать. Либо Stratos 2, чтобы еще и плавать. Galaxy Watch, не знаю насчет тонут или нет. Это Active Watch 2, они не тонут точно.
На них были очень хорошие распродажи. Вообще Samsung сливает свою технику по полной программе. Либо они сейчас начнут что-то продавать эпичное, либо у них реальные проблемы. Надеюсь, что это не проблема. Вот. Потому что будет смешно, если их еще от чего-нибудь где-нибудь отключат. Либо кончатся процессоры, как у Huawei сейчас. Либо вообще не хочу в эту тему идти, потому что как только у меня достроится студия, точнее студия построена, доремонтируется, я думаю, через месяц я возьму себе напарника и буду пилить уже для вас какие-нибудь новости. Вот, на втором канале, либо на этом, не знаю, может быть на втором. Но так, чисто для души, вот в таком же формате, потому что по большому счету все это не важно, у кого какие проблемы с какими процессорами, кто что там анонсировал, вот, допустим, K40, K40 Pro и K40 Pro Plus. Вышло чертова туча роликов, окей, но важнее это всего, допустим, как их купить. У меня товарищ встал в очередь в первые минуты и до сих пор в очереди стоит. И не факт, что он сможет их купить в Китае, а он сам живет в Китае, на сайте Ми. И когда эта железка уже попадет на руки, вот это будет интересно. Привет с Пушкина, здорово. Новости, это будет интересно, полностью поддерживаю. Крорим. Вопрос в том, что, надеюсь, мой подход вам подойдет. Саня смотрел обзор Xiaomi Smart Mi, обновленная версия вышла. Неа. Здоровья тебе и твоим близким. Спасибо, Женя. Новости ты-ты-тын. Так. Свой сайт будет где-то через месяцок. Потому что я сейчас разбираюсь с Дзеном. Возможно, я на Дзене, на Яндекс.Дзене буду еще вести какие-нибудь стримы. Если получится. Посмотрим. Что думаешь от GTS 2E за 9700? Дорого. Дорого все равно. Все равно дорого. Они того стоят, по-вашему? А за 9900 Huawei Watch GT2 не хотите? Только с них можно еще и звонить. И материалы лучше. Ну, как бы, вы не спрашиваете. Говорю, у меня, видите, к сожалению, не профдеформация, у меня профдеформация до YouTube, я шопоголик. Но шопоголик с мозгами, как я считаю. То есть я зарабатываю, я не беру ничего в кредит, никогда не покупал ничего в кредит, я брал кредиты, логично. Квартиры не считаем, потому что квартира это квартира. Это просто так там несколько мультов не накопить. Ну, кто-то может накопить, я нет. Так вот, по поводу все-таки подобных девайсов. Жалко мне денег на то, что того не стоит. Вот все новые GTS, GTR, GTR2, GTS 2, GTS 2 Mini, GTS 2E, они своих денег не стоят тупо. Потому что у конкурентов есть девайсы лучше, дороже, лучше и значительно дешевле. Вот в чем прикол. Можно ли звонить с Samsung Active Watch 2? Опять же, при связи с телефоном, сейчас проверю. Я с Active Watch 2 пока еще разбирался исключительно с точки зрения, как они сон отслеживают. Проще говоря, на них еще обзор не делал. Автоопределение активности норм. Сейчас я попробую позвонить. Да, можно. Да, можно. Сейчас не надо звонить никому. Дальше, какой лучший Powerbank на 20 тысяч мАч? У меня все Xiaomi-шные Powerbank'и. Вот этот дешевый вариант, относительно дешевый. Есть еще Redmi Powerbank белый, но его я не советую. У меня на 10 тысяч, и он не очень. И ZMI-евские очень хорошие. У меня у сына стоит ZMI Powerbank на 20 тысяч мАч. Не забываем прожать лайк за труды и написать еще потом в комментариях, на что сделать обзоры. Вот, у Xiaomi есть еще вот такие всякие Siga. Нет, это, по-моему, Xiaomi прям чистой воды. Часики кварцевые, обычные. А есть под заводом, тоже суббренд, как я знаю, Siga у Xiaomi. Купил я одни их, носил долго, мне нравится. Но в основном они какие-то по супер оверпрайсу. Посоветую бюджетные наушники с нормальным микрофоном. Давид, к сожалению, все подобные вопросы у меня идет посыл всех людей по поводу всех наушников в топы. Есть плейлист на канале «Топы наушников». И там я выкладываю 10 наушников сразу из этих там 400, которые я тестировал, по определенной категории, которые являются лучшими. То есть лучшие до $50, лучшие от $19, лучшие дороже $100, лучшие с aptX, лучшие для девушек. Я советую их посмотреть, и вы узнаете мое мнение, потому что смысл 300 тысяч раз перечислять одно и то же я, к сожалению, не вижу. Привет вам тоже привет из Минска, спасибо. Дуфи, как
Какие считаю часами до 3000 с функцией фотографии? Никаких. Как понять с функцией фотографии? С функцией фотографии были только одни. Realme Watch S, на них, по-моему, можно фотку ставить, и все. Ну а дальше всякие полу-ноунеймы, это Halo, Solar и подобное. Розыгрыш через сколько? Конопля, когда закончится стрим, еще раз прошу всех, кто ради розыгрыша, не напрягать себя, не расстраиваться, а просто прийти завтра на канал для стримов и посмотреть в описании, кто выиграл. Все. Это все, что от вас необходимо. А дальше... Где есть распродажи на Samsung? Маргоша, их очень много. Во всех магазинах моей родины были распродажи последние 2 недели на все. На часы. Вот эти я часы купил за... Это на 44 миллиметра. Active Watch 2 за, по-моему, 16. Но потом их стали продавать за 14 700. Ну, тоже неплохо. Какие взять? Samsung Active Watch 2 или Honor Magic GS Pro? А вам какие больше внешне нравятся? Я сформулирую так. По качеству железа и функционалу, наверное, все-таки Active 2. Вот. Привет из Харькова. Так непривычно тебя видеть. О, первый донат Денис Распускалов. Спасибо за приятный звук с петлички. Надеюсь, ты решил все вопросы со съемкой и оборудованием, и скоро увидим тебя в новой студии. Денис, никаких вопросов с новой... ни с чем вообще не решил вообще. Но петличку Бонни я из дома. Из коробки достал, и видите, работаешь с ней норм. А по поводу чего я хотел сказать. Мне посоветовали великолепный фотоаппарат. Fujitsu X-T4 Kit. Ну, понятно, Kit это только без объектива. X-T4, не знаю, что это. Еще никому не писал. Когда будет студия готова, тогда уже людей позову, и они мне посоветуют, что мне еще туда приобрести. Потому что мне нужен оператор в Петербурге. А оператор... Без оператора-монтажера, в принципе, подбирать железо бесполезно, потому что разные люди с разными вещами работают. Дальше. Есть ли смысл брать планшет для записи лекций, чтения книг и, самое главное, какой стоит, Apple или Samsung? Только Apple. Всегда Apple, я считаю. И смысл, наверное, маленький, потому что, наверное, лучше брать читалку, но, учитывая, сколько читалки стоит, я бы взял просто iPad и все. И читал бы с него. На ноутбуке были обзорчики в нынешних реалиях бюджетные? Team Kurt пока нет, но будут. Еще на планшет будет. Китайский планшетик у меня в пути. Точнее, уже пришел, но он в другом городе. В начале марта мне привезут и расскажу. И, наверное, даже расскажу. Кит это наоборот с объективом, причем так себе объектив. Ну китовский, да. Бади. Бади это только тело, а кит это с объективом. То есть лучше бади просто брать, правильно, Алекс? Что думаешь о... AirDots 3 оправдывают повышение цены по сравнению со вторыми или нет? Я не знаю, я их купил, в телеграм-канал со скидками скинул, мне они вышли в 2700, и товарищ еще попытается их в Китае купить. Вот. Все же в каких часах лучше на лыжах? Андрей, Polar, Suunto, самые дешевые хотя бы. Потому что эти будут выбираться. Да-да-да, VGQ, если бы я был блогером о камерах, наверное, это был бы фейл. Бади это без кита, а кит это убогая обычно штука. Дальше сделай подборку геймпадов на Android. Демид, у меня нет столько юных зрителей для того, чтобы это делать. К сожалению или счастью. Михаил, спасибо за донат. Вы второй, кто сегодня задонатил за час 27. Это круто. Спасибо за подгон. Что такое Yasuo Bibu? Не понимаю, что это такое. Ваше мнение по Amazfit Bip U Pro? Игорь, они достойны существовать. Почему? Потому что в Bip добавили GPS. Это самое важное, то, чего мы ждали. Понятно, что там обрезалась автономность, ну и черт с ним. Кстати, что насчет геймпадов для телефона? Очень интересно. Если интересно, вот эти вот FlyDG я разыграю. А так у меня на геймпады было много обзоров. Но опять же, все это дело надо делать с харизмой. То есть, знаете, триггер, там, бах, распаковал, еще что-то. У меня же все быстро, просто рассказал, показал. И когда поменяется, может поменяться формат по поводу хотя бы таких вещей, наверное, надо как-то по-другому рассказывать. Но пока так. Пока так, главное, разыграем. Ваше мнение о Samsung, который вы приобрели? Будет в обзоре. Ну, а вообще положительно. Пока исключительно, исключая тактильно, я не знаю почему, вот конкретно мне их пластик, вот я сейчас в Apple Watch в них,
И вот они не тяжелее, они менее приятны, не так в них комфортно, как в тех же Apple Watch. Проблема с материалами. Но опять же, это не проблема. Оправдывают ли они свою стоимость? Сразу да. Вот как бы ответил вот так. С китом лучше брать, так как он дешевле идет, его можно при желании перепродать. Спасибо, Алекс. Видите, как много людей разбираются в фотоаппаратах, а я нет. А наушники Lenovo планируешь обозревать? У них много разных. Все, что я обозревал от Lenovo, к сожалению, было шлаком. Какие беспроводные наушники по качеству ближе к проводным наушникам AirPods? Никаких. Проводные всегда лучше. Вот. Виктор Молодцов, спасибо за донат. Приятно. Саня, обзоры на проекторы будешь делать? Будут. Я думаю, даже в ближайшие дней 10 будет. 2 проектора у меня есть, тестирую, но опять же там ничего космического. То есть мы всегда понимаем, что купив проектор, мы можем купить просто телевизор, и телевизор будет лучше того же размера. А дальше и на проектор у меня, наверное, обзоров 5. Кастомные прошивки, которые кастомное приложение Huawei Health, можно ли установить? Понятия не имею, Диана. Как бы. Саня, не бери Fuji, либо сразу много света покупай. Во, Близкей уже подошел. Спасибо. Спасибо. Либо ты мне посоветуешь что-то Sony с 4К 60 FPS. Потому что это 2020 года, ты уверен, что нужно будет много света? Салют всем. В целом, если реально серьезно заниматься, то лучше будет Body, отдельно объектив. Олимпусами вроде бы хороши. Классные камеры, пусть и немногие их берут. Владимир, проблема в камере только в том, что я хочу 4К 60 FPS, чтобы снималось без проблем. И все. То есть ценник, еще все остальное, ну, особого значения не имеет. Понятно, что я не буду объектив за 300 штук брать, но камера, ну, 200. Ну, не дороже 200. 200 это потолок, наверное. Салют, салют, привет. Что думаешь о смарт-часах IWA W16 2646? Понятно, кита обычно достаточно для повседневки. Я думаю, кит мне и хватит. Все-таки читаешь лучше с ридеров на E-Link, чем на планшете. Глаза меньше давят. Юрий, когда я общался с офтальмологом, когда ехал сюда 2 недели назад, спасибо большое, судорога, отвечу сейчас. Так вот, когда я общался с офтальмологом, она мне сказала, что лучше, да, лучше с инковских. Не знаю почему, хотя другой офтальмолог, я с сыном катался, спрашивал в клинику здесь, в платную, конечно же, не буду называть, потому что будет как реклама. Смысл в том, что она сказала, что лучше их не брать, потому что высокая контрастность, и тут непонятно, кого слушать. Судорога, добрый вечер. Привет с Приморского. Подскажи, нет в планах на JBL уши обзоры делать? Судорога, были у меня одни уши JBL, они меня очень сильно разочаровали, потому что их купил один огромный бренд, очень плохой и нехороший бренд, который жрет все, что движется. И я не говорю про Harman, и они стали выпускать шлак за очень дорого. Поэтому я пока думаю, может быть, скинь то, что тебе интересно, а так... Ну, дорого и бессмысленно. С какими часами ты бегаешь, используешь ли нагрудный датчик? Виталий, не использую уже, потому что мне уже ни с кем соревноваться не надо, я уже уволился. А часы с теми, которые тестирую. Бро, слушай, у тебя есть Apple Watch, ну а это что? Мне кажется, тут надо искать оператора хорошего, смотреть его работу, адекватность и с чем будет работать. Если человек грамотный, проблем не будет. Я тоже так думаю, Денис, что от этого отталкиваться и буду. С чем он умеет работать, с чем ему удобнее работать, то и буду покупать. Дальше. В группе ВК список победителей выложишь? Нет, Алекс, ничего проблематичного. Зайти на мой канал со стримами и посмотреть в прикрепленном комментарии нет ни у кого. Привет, есть ли смысл использовать телевизор вместо монитора? Может быть, в сообществе в ВК скину, ой, на YouTube. Смысл использовать телевизор вместо монитора? Нет, Петр, слишком большой. Вот у меня 34 дюйма Xiaomi, я к нему очень долго привыкал. Еще учитывая, что я работаю стоя на приличном расстоянии. А какого размера? 40 дюймов телевизор? Плюс герцовка у него будет низкая по-любому. Разрешение? Да нет, вообще не вариант. Кем же ты служил, бравый солдат Швейк? Инженером радиоэлектронных средств. Занимался телеметрией. По-моему, очевидно, что на E-Link глаза меньше напрягаются. А вообще, самый главный совет любого офтальмолога — нужно чаще моргать. Нет, Дизелит, он не выбирал между айпадом и инками. Он выбирал между книгой
и инками. То есть лучше читать книги с хорошей бумаги, понятно. Привет, что лучше по звуку, Buds Z или Oppo W51? Вадим, вы можете посмотреть любой топ-10 на канале по наушникам и узнать. Не забываем прожать лайк за труды и написать потом в комментариях, что еще купить для обзора. А лучше монитор вместо теле, конечно. Как ты думаешь, будет ли Apple Watch серия 3 обновляться до WatchOS 8? Понятия не имею. Можешь протестировать Sapphire на Huawei Watch GT 2 Pro. Есть подозрение, что Huawei обманул с материалами. Я их разыгрывал, и я их отправил уже, по-моему. Но их у меня нет. Я вторые-то сейчас разыграл уже, все. И еще очень сильно раз прошу Игоря написать мне, чтобы я ему мог отправить их. Варвар, здорово. Камера Canon и светочувствительность это больше к объективу. В помещении свет ставить все равно ставить придется. Логично, у меня сейчас 2 лампы стоит, и еще по-любому буду покупать. Покупай БУ, 2 тушки Соньки и фикс линзы. Обязательно один из них макро. И видеосветы хорошие. Штуки 3 как минимум. Потом стаб, позже слайдер. Стабилизаторов несколько. Слайдер, конечно, куплю. А тушки Соньки и фикс линзы. А зачем мне БУшки? Дальше. Amazfit Band 5 стоит брать? Да, если у вас его нет. И если вы хотите протестить, как вам будет. Можно на «ты», конечно, Николай, без проблем. Это же стрим. Да и вообще со мной это можно на «ты». Я на «вы» с вами общаюсь с той точки зрения, что у меня аудитория взрослая. Александр, ваше мнение о Huawei P40 Lite, хотя и не в тему. Гена, мнение было в обзоре. Мне телефон как фотоаппарат зашел. То есть у него фотовозможности мне понравились. Алексу много кому не нравится там экран, не нравится производительность, еще что-то. Я считаю, что за 14 тысяч рублей обалденный аппарат ТЧК. Но нужно понимать, что Google сервисы вы умеете ставить, если они вам нужны. Сейчас уже проще, но там то просто, то сложно, то просто, то сложно. Будешь ли делать обзор на Huawei FreeBuds 4i? Конечно, да. Если не хватает денег на новые тушки, конечно, покупай новые. Хорошо, спасибо, Улы. Улы. Есть, но вопрос, какие тушки, их же какие? У Sony их много. Будет ли обзор на Pebble? Нет. Александр, Mi Band 5 у тебя дистанцию и скорость при беге правильно считают? К NSM они физически не могут считать правильно скорость и дистанцию по той причине, что у них нет GPS. Они все время будут делать это примерно, и насколько нам это примерно будет казаться нормой, это вопрос. Если бегать с телефоном и с браслетом, и они с GPS будут брать с телефона, то все будет довольно точно. Если без, при любом раскладе точно не будет. Точно более-менее по шагам. Если у вас равномерный бег, и вы уже поднастроили под себя Mi Band, то есть вы указываете, что вот столько-то прошел, такой-то рост, вес и подобные параметры, и он походит вместе с вами, когда у вас включен GPS на телефоне, они самообучаемые все равно программы, будет более-менее. А так нет. Все очень плохо. Для видео однозначно А7. Так там нет 4К 60 FPS. Бегайте и не парьтесь, мой совет, правильно? Я смотрю вас, мне 14 лет, приятный и хороший контент. Спасибо, Кэт, но таких, как вас, немного, поверьте. Это не камера для стрима, это просто OnePlus 7T Pro. Всем еще раз доброго вечера, кого не видел, через какое-то время, я думаю, довольно скоро, я этот стрим закончу, переставлю камеру, поставлю ноутбук. На ноутбук, конечно же, будет смотреть камера, и мы разыграем с вами 15 девайсов. Часы от Matrix не думаешь взять? Я понятия не имею, что это такое. Как только я пойму, что это может быть. Диана, я уже вам ответил, что я не знаю. Напишите в телеграм-канале еще раз. Специфичные вопросы, что, как, куда устанавливать по поводу определенных конкретных девайсов. Пишите в телеграм-канале взаимопомощи, он в описании. Есть телеграм-канал со скидками от меня и именными промокодами. Допустим, распродажа начнется с 1 марта. До 8, вот это первый этап распродажи, потом будет уже день рождения Алиэкспресса в конце марта. Так вот, к чему это все? К тому, что в телеграм-канале я буду скидывать промики, а в телеграм-канале для скидок, а в телеграм-канале для взаимопомощи вы можете писать специфичные вопросы. Сунта на столе нет? Нет, к NSM исключительно стол забит Xiaomi с фитом и подобным. Какие условия розыгрыша? КТ. Опять попытка пошутить. Первое, научиться читать. Второе, после того, как вы научитесь читать, найти человека, который вам расскажет, что такое YouTube. И покажет, где кнопочка описания.
к роликам, видео. И потом вы сможете найти мой канал, посмотреть описание любого ролика последней недели, либо вот этого, и иметь возможность счастливую прочитать условия, выполнить их и участвовать. Вот. Приветствую, у тебя кэшбэк на бэккит. Да, все правильно. А почему я это читаю? Не буду. Какой хотите кэшбэк используйте? Вот как с карточкой. У меня на карте очень хороший кэшбэк. Я ее подключал очень давно, и солишки прям неприличные. Мне ее пытались переподключить, но все сошлось на, скажем, дружбе и мире и жвачке с плохим очень банком. Вот то же самое кэшбэк. Какой хотите, такой используйте. Просто если вот это вот всю брать тему, которыми я юзался, а я покупаю много, я смотрел, где что льет, в итоге этот был самый адекватный, и им я пользуюсь. Я только подключился, а розыгрыш уже пропустил. Алекс, розыгрыш будет на канале для стримов, и туда и надо будет подписаться обязательно, кстати. Сунта очень хочу купить, кстати, к Nissan, скорее всего куплю, как и Гармины, когда у меня появится оператор. Без оператора это все, не то. Потому что когда идут сравнения уже каких-то супер топовых девайсов, для того, чтобы выходить более-менее на один уровень с теми, кто их обозревает, хотя большинство моих роликов, если брать по поисковику, они в топе. То есть по релевантности это из разряда рекомендованных нет, а если по поиску, то норм. Почти все. То есть чтобы вы не забивали, там топ-10 беспроводных наушников, топ-10 лучших умных часов, там будет мой ролик. В топ-10 часов, по-моему, он первый. В наушниках из 10 3 моих. В общем, чем занимаюсь, тем и телефончики по-любому, потихонечку. Сейчас покупаю. Рано или поздно люди поймут, что критика мобильной связи это хорошо, потому что, хвалят-то все. Это знаете, как из разряда того, что сказать: чуваки, у меня нет ссылок, а самому топить за какой-то бренд, когда у тебя контракт на год. То есть ты должен облизывать какой-то там, не знаю, без разницы, Sony, Realme, Xiaomi. Они же предлагают, то есть они присылают тебе сообщение: окей, ты топишь в течение года, у тебя там 6 стримов должно быть по поводу того, какие мы крутые, еще что-то. И потом ты получаешь свою денежку. У меня позиция простая. Я из того, что сейчас заругал, выбираю на данный момент лучшее. Вот, к сожалению, да, на данный момент это как раз у меня фавориты. Это OnePlus Nord N10 до 20-ки, Realme 7 Pro, опять же, по распродажам до 20-ки, это никогда не ритейл. То есть, если вы покупаете что-то в России, это точно не те аппараты, которые я перечисляю, потому что то, что я перечисляю, оно очень хорошее, поэтому за это дело требуют просто диких денег каких-то, и никогда, я не понимаю, как они так продают. Вообще, кто-то у них покупает, а кто-то покупает. Вот до 20-ки эти телефоны. До 10-ки это Poco M3. До десятки вы покупаете Poco M3 на Али на распродаже в районе 9000. И норм. Извиняюсь, сейчас шел розыгрыш во сколько? Нет, не шел. Алексей, ты туда. Во сколько? Когда закончится этот? Где-то через полчаса. Капс вызывает бан. Все бывает. Какого бренда часы брать к телефону Google Pixel? Любые. Только не Apple Watch. Ты похож на актера из сериала «Универ». Да, Федоров, да. А еще черт знает на кого, потому что каждый раз, когда меня кто-то где-то встречает, все говорят: о, мы знакомы, а мы не знакомы. Я похож на всех, потому что у меня типичная внешность и все. Меняешь очки, уже другая типичная внешность. Не знаю, сейчас, где эти очки? Да черт с ними. В общем, когда ты обычный человек, ты на всех похож. И все. GTS, чем не вариант сейчас? Вариант, почему нет? Только обязательно на каком-то лютом сейле. Дальше розыгрыш на втором канале после стрима. Спасибо. Саня, какой телефон посоветуешь? У меня Huawei P20 Pro, который я разбил. Да, это просто топовый. Сильно устарел. Но я вместо Huawei P20 Pro, когда разбил, купил Huawei P40 Pro, но он стоит космос. Как вариант, если тебе нужна хорошая фотосъемка, есть OnePlus. И все говорят, они оверпрайснутые, но их покупают просто дикими количествами, их раскупают. То есть, чтобы ты понимал, 8T был какой-то период, что вообще нигде было, нельзя было купить. Вот у меня один OnePlus 7T Pro. Я его покупал за 44. Можете меня сориентировать, сколько он стоит. Вадим, добрый вечер. Дальше Xiaomi тоже могут лишить Android, или это слухи? Элита, они к этому идут, потому что они же сказали, что в китайских телефонах у них не будут Google сервисов. Sony A7 не бери, ошибешься. 4К вроде как никто не стримит сейчас. Веду трансляцию на YouTube
1080-60, картинка огонь. Не, Денис, это не для стримов, для съемок. Мне нужно 4К 60 FPS для съемки. Note 8 Pro актуален или есть лучше за эту цену? Но я перепродал свой на 8 гигабайт бэушный за 10 тысяч рублей. Я не знаю, за сколько вы 8 Pro планируете купить, если за 1012. Так, Matrix Power Watch, спасибо, что послал, Александр. Максим, спасибо, что отписались по подарку. 5 секунд. Опа. Саня, заметьте, пожалуйста, BPU Pro с датчиками второго поколения или Stratos 2? Stratos 2, однозначно. Ник, привет, тоже. Впервые вижу твое лицо, а я твое не вижу, ДМКР. Вадим, добрый вечер, добрый. И отличный стрим, спасибо. Даже Huawei так в цене не падают, как Samsung. Взял на старте флагман, да, это вообще дичь. Я говорю, Samsung это магия, ты выходишь из магазина и теряешь 0,5% стоимости. Ну, утрированно, ладно, как бриллианты, процентов 30. Только вышел, у тебя уже 30% от телефона нет, потому что если ты купил на старте продаж, все. Дальше розыгрыш только для тех, кто умеет читать. Никаких фудж распиарен сейчас, из каждого утюга о нем вещают. В основном все обзоры прорекламированы. Люди покупают камеры по рекламам блогеров, потом не знают, что с ними делать. Ага, хорошо. Есть такие наушники одинарные, типа гарнитура, какие посоветуете? Xiaomi у меня был на канале. Я, кстати, нашел топ своих гарнитур. Топ. Но купил 10 гарнитур, так и не сделал топ. Джабры норм. Привет, через какую приложуху стримишь через телефон? Сергей, через YouTube. Я говорю, я в этом деле не разбираюсь. То есть вот профан. Стримлю и стримлю. А дальше. Добрый вечер, Вадим. Я помню, вы говорили, что сделаете обзор. Я не Вадим, я Саня, если что, Влад. Будем знакомы. Я Саня, вы Влад Колтунов. Обзор на Samsung Galaxy Watch 3, когда примерно это произойдет? Когда я Active Watch 2 сделаю и когда я решу, что я хочу из самсунговского телефона купить, чтобы он лежал у меня мертвым грузом. Вот, потому что хочется и топовый, но 50 тысяч жалко, 50-60. А убожество брать там, вот в среднем классе вообще какие-то они мрачные по характеристикам, и хочется и колется. Почему производители отказываются от флеш-карт в телефоны? Не забываем, кстати, прожать лайк за труды, потому что это уменьшает конструкцию и увеличивает их доход. То есть вы покупаете телефон с большим количеством памяти. Вот и все. А там ценник Агигей. Привет, Саня, очень приятно видеть тебя в прямом эфире. Форм живого общения. Подскажи, какие часы купить до 5000? Realme, Xiaomi. Добавить 1500 и купить Honor Magic Watch 2. Ну или 1,5-2. Потому что либо пан, либо пропан. То есть либо ты покупаешь Mi Band 5, либо покупаешь что-то типа Mi Bra Air, там вот эти последние в списке в описании. Либо если для спорта покупаешь Stratos 1, Stratos 2. Stratos 2 можно уже купить за 6600 где-нибудь во время распродаж. А так, оно тебе надо? Вопрос основной. Геймпад для смарта какой, на твой взгляд, лучше, проводной или беспроводной? Проводной. Смартфон до $250 не на Али. Дэн не посоветую, потому что в магазинах цене я не буду ничего советовать за 250 баксов в магазинах. Так бы я сказал Redmi 7 Pro, либо OnePlus Nord N10. Камиль, здорово. Если 4К 60 кадров, то Blackmagic или Panos GH5. И макрообъектив. Таулы, а у вас есть контакт? Если не сложно, напишите мне. Геймпад для на смарта, какой уже ответил. Спасибо только для Джабра огромное. У них есть малюсенькие. Саня, добрый вечер. Попались QCY 5 Pro на неделю под пользование. И что-то так не впечатлили. Ну, потому что нет, не брак. Скорее всего, вы просто... У вас были ТВС-наушники. То есть ТВ с наушниками такая тема. Если ты аудиофил, у тебя были проводные, то у тебя есть определенный уровень, ниже которого тебе все будет считаться супер хламом. Вот, к сожалению, QCY 5, если ты аудиофил, у тебя есть, не знаю, КЗшки какие-нибудь, там, Терминатор за 1500 рублей, ты будешь вставлять это дело и такой, да ладно, а здесь за что 1500? К сожалению, так, если ты купишь просто проводную гарнитуру, она будет играть значительно лучше, чем вот все до 3000 рублей, к сожалению.
Очень рад, когда автор канала общается со своей аудиторией. Влад, ну да, привет. Ичи, здорово. Honor нормально работает с Xiaomi? Ичи, Xiaomi не работает нормально даже Xiaomi, поэтому какая разница, что вы купите. М51 не очень уж плох, смотря как смотреть. Много флагманов с 128 гигабайтами 4К и флешку не ставить. Да, да, есть такое дело. 30 числа каждого месяца розыгрыш. В феврале как дела будут обстоять? ДМРК сегодня вот так и будут. Здорово, Сантила, здорово, Роман Фетищев. Привет, на каком видео надо было ставить коммент, чтобы, Иван, вот это магия, надо прочитать просто. Просто прочитать или хоть один ролик посмотреть. Розыгрыш был, опоздал. Сортирный союз, серьезно. Ну ты-то куда? Ты же вроде бы уже местный. Blackmagic очень противоречивые отзывы. Да. Кстати, я еще раз провожу розыгрыш на канале для стримов. На канале для стримов после того, как этот стрим закончится, где-нибудь через полчаса. Я обязательно его анонсирую сразу, как это дело закончится, что-нибудь там сфотографирую, напишу в сообществе основного канала, скину в телеграм-канал. Везде вы узнаете, что стрим, наверное, в 9, через часик. А здесь мы это дело, может быть, закончим, когда будет 7 сотен лайков. Генка РСВ, спасибо, вы, по-моему, 5-й донатер сегодня, очень приятно. Я только вас нашла по обзору часов, подписалась и смотрю эфир. Ирен, очень приятно. Наконец-то у нас появляются девушки, которых в просмотрах-то меньше 7%. Какие часы выбрать для девушки до $75? Apple Watch. Apple Watch или ничего не дарите? Шучу. Verge Lite. Норм вообще. Купил себе полгода назад Halo Solar. Средние часики вытаскиваются в основном только за счет внешнего вида. Глумов исключительно, они даже не средненькие, они ниже плохого, но внешний вид у них норм. Где купить Samsung Watch Active 2? Мониторить, смотря за сколько. Сейчас 5 секунд. Да ладно. Мониторить я купил за 16 тысяч, можно было за 14 200. Я в Беларуси боюсь заказывать с Али смартфон, есть ли реальный риск или нет. Еще раз, главное, все, что вы заказываете на Али, после этого вы после заказа обязательно снимаете на камеру распаковку. И все, чтобы у вас не было там внутри плохого, в 99% случаев и 0,9 вы вернете. Вот. Потихонечку начните с мелочевки какой-нибудь. Привет, когда будет распаковка умных часов? Микола, у меня их уже 4, но я пока ими не занимаюсь. Уже очень много дел, я говорю, у меня вся голова забита тем, чтобы отремонтировать студию, еще месяц на это нужен. А если кто-то делал черновой ремонт, точнее там ничего нет, не было, даже стяжка была только. Вот, и вот сейчас режим реального времени, плюс еще домашние дела, плюс я только уволился, только переехал. Я прописался-то только на прошлой неделе, был бомжом. Отличный совет насчет съемки точно работает. Окей, я не понял про что, наверное, не про меня, да? Привет, расскажи про топ часов по автономности. Amazfit Bip самая лучшая автономность, а дальше все жалкое подобие левой руки. Ответь, пожалуйста, чем так хорош Norton 10, кроме оболочки? Только оболочкой. Саня, посмотрел твой обзор на Pixel 4a и купил. Доволен, просто жуть. А главное, размер отличный, а то китайцы больших размеров. Есть такое дело, да. И да. Почему так важен 60 FPS при съемке? Тут две крайности. Либо недорого и детализация, как на телефоне, либо дорого и картинка-пушка. Денис, я тебе, если ты мне лично напишешь, объясню, почему они мне нужны. Но я думаю, ты догадываешься. Перед заказом ознакомился с таможенными пошлинами в своем государстве, о том, что все происходит, о том, можно телефон в 2 недели забирать. Я не подскажу вам, к сожалению, по государствам. Я в России живу, и я очень редко плачу таможенные пошлины. У нас то ли таможня лояльная, то ли лыжи не едут, то ли... Ну, вы поняли. Почему... Можно ли у тебя купить что-нибудь? Нет, НАТО декабря, потому что я все, что мне не нужно, закидываю на Авито, и там у меня это дело покупают. Единственное, вы что можете, вот сейчас я буду покупать К40 Pro, К40 Pro Plus и К40. Вот эти 3 телефона китайских. Можете написать: Саня, я их у тебя заберу. И я заберу их, отдам им вам по себестоимости, потому что они мне придут, и я на Авито продам за то, за сколько я их купил. Вот. Но я буду знать, что я продам вам. Но так я обычно не делал.
То есть у меня товарищи что-то там перепокупали, но это было редко, и это было это было невыгодно. Короче, я в Питере буду продавать только по себестоимости, потому что это возможно. 4К нужен, чтобы кропнуть и план поменять. Да, именно. Саня, ты жил на севере? Деле Франс, как ты думаешь, я сейчас тебе скажу. До 9 лет я жил в городе Мончегорск Мурманской области, за полярным кругом. 12 лет служил в Нарин-Маре. 12 лет за полярным кругом. И 2 еще года жил в Приравненном, год за полтора. Первый государственный. То есть суммарно у меня, в общем, больше 32 льготных лет выслуги. Вот, 4К Pro интересно, к NSM окей. Не забываем прожать лайк. Те, кто пришел, не забываем подписаться на основной канал, на канал для розыгрышей, для стримов. Он не для розыгрышей. Вот, розыгрыш уже был. Да. Дальше, понял, спасибо, ник я менять не буду. Союз, да окей. GTS 2E лучше, чем просто GTS? Не. Да, лучше и дороже. Полгода назад уже ответил. Привет, когда будет распаковка, уже ответил. Как-то запаздывает на яблоке. Бери Panasonic GS5, оптимальный вариант. Там есть 4К 60 FPS Search. QCY T5 Pro просто стоили человеку 2000. К40 китайская версия, там гуглов нет, наверное. Наверное, нет. Если там не 12.5 будет MIUI, то можно будет накатить. Дальше я тоже авитаминоз, кидай мне. Александр, ты выглядишь на 20 лет. Откуда такие послужные списки? Иван, мне 37 и выгляжу я, наверное, на 42. Просто-напросто здесь достаточно много света, а еще я компактный. То есть, если бы я был отожерошем, и у меня была такая харя, то было бы проще. Плюс формат. То есть, если добавить вперед камеру, как многие пишут, у меня сейчас сделано таким образом, чтобы я мог стоять перед вами. Мне так комфортно. Как это? Служба не прошла зря. Вот, мне комфортно разговаривать с людьми, потому что их много, чтобы я стоял. Ну, как перед строем стоишь, что-то там пытаешься из себя выдавить, равняясь, побежали, еще что-нибудь. То же самое, наверное, со стримом. И удобно что-то показывать. По здоровью, да, по здоровью пока все хорошо. Согласен с Серж, Panas GH5 самый оптимальный, 4К 60 есть, окей. Какие лучшие часы квадратного типа, кроме яблока? Тогда формулировка неправильная. Какие лучшие часы квадратного вида, кроме яблока? Потому что лучшее яблоко. BPU Pro имеют GPS, GTR 2, GTR 2E и GTS 2, GTS 2E, GTS 1 и GTS 2 Mini. 2 Mini я разыгрываю. Главное мне их не перепутать здесь, потому что у меня очень много... Вот они, 3 вида. 3 вида этих бедных GTS-ок. У Mini кнопочка торчит, это если кому-то критично. У GTS 2E и 2 обычных, вот Mini, у этих не торчит. Дальше Саня с Оленегорска сразу понял, что с севера инженер, я понимаю, офицером служил. Инженером служил. Ну да, офицером, младшим. Что стоите на меня матом смотрите? Примерно так, да. Не морщи лобик. Саня, привет. Как думаешь, что скажешь? P50 с дюймовым датчиком. Будешь его покупать, в том числе для стримов? Покажет P50. P50 покажет P50, не понял. Panasonic P50 имеете в виду. Купил LS02. Я дурак? Нет, Сергей, вам нужен внешний вид. Опять же, мой посыл GH5 никакой автофокус. Я думаю, дальше можно не объяснять. Окей, нет, мне нужен автофокус. Чтобы вы понимали по поводу подхода моего ко всем девайсам. У меня миссия простая. Любая железка должна быть мной разжевана зрителю. То есть я должен максимально объяснить, чего в ней нет. Из разряда того, что когда люди взрывают и такие, как круто! Ну, их миллионы, да, кто-то заходит из них, вот эти все поддельные эмоции, вот это психоз, там, радость, еще что-то, это хорошо для продаж, но, как я считаю, это плохо для кармы, то есть ты гниешь изнутри, гниешь снаружи, там, толстеешь, становишься больным, у тебя начинается плохой сон, ты становишься алкоголиком. Ну, я не знаю, мне кажется, что вот эта вся любая штука, когда ты
прошаренный, она тебя разлагает. Вот меня, может быть, и будет разлагать, но только потому, что меня производители матом кроют. И когда многие говорят, что вот ты там на MSFit ты сейчас рассказываешь, я говорю только ждать распродаж, я говорю только покупать то, что вам нужно, и говорю, что если вы хотите умные часы, от которых вы будете тащиться, это Apple Watch, это Samsung Watch 2 и это Huawei. То есть, ну как бы, а MSFit вы будете четко, ну вот чтобы вы понимали, вы придете в магазин в любой, возьмете в руки в одно, второе и третье, и вы будете понимать, что вы что-то купили дороже и хуже. Вот, ну, если вас это устраивает, окей. Ну, потому что вам вот в экран такие, вы видели эти часы. Вот примерно так. Понятно, что у MSFit'ов, еще раз, есть очень выгодные модели, в первую очередь касающиеся спорта, во вторую очередь касающиеся, допустим, вот раритеты, внешний вид. Какие-то фишки из разряда «я больной гик, хочу за $100 себе супер часы, на которые я смогу все устанавливать, разговаривать через них, и вот, пожалуйста, вот Nexa». Или, там, не знаю, девушке подарить до $100, окей, Verge все равно как-то, но выглядят неплохо. Не супер, но норм. Но вот то, что они сейчас производят GTS 2, GTR 2, ну это оверпрайс. То есть это просто, мы пришли последними и хотим собрать сливки. Huawei сделал то же самое, продает дешевле. Они больные, ну больные, наверное. А народ, как говорят, people хавает. То есть главное правильно преподнести. Что, о чем бы ты ни рассказывал, вот, допустим, мой объем там, или объем 1 000 000, там все равно у миллионника, тем более, если молодежь, стадо фанатов, которые оближет 300 000 раз любую железку. И придет, люди купят, ну 1000 человек нагреется. Да и черт с ними. Вот. Поэтому у меня формат чуть-чуть другой. Я разбираюсь. Эмоции это все для девушек и для... Ну вы поняли. Дальше, ну не для всех девушек. Саня, привет, что думаешь? Покажет Huawei P20 с дюймовым датчиком, Huawei P20 Pro по 50 я хочу купить. Хочу, а что, уже показали? Так, Huawei Watch Fit вообще норм? Норм. Есть Watch Fit, я правильно понимаю, что... Но это не Watch Fit, сейчас я достану, у меня же они тоже есть. Ладно, черт с ним. Где-то Huawei справа положил. И в итоге сейчас найти не могу, потом разберусь. Еще, Виктор, и еще из квадратных Huawei Watch Fit. Норм. Что купить, Verge или Pace? Verge или Pace? Что внешне больше нравится? Но Verge они поновее. Pace постарше. Старенькие они очень. Наверное, лучше не брать. Но нагрудник можно и туда подключить. У BIP ужасный GPS при беге вблизи высотных зданий. Отличается ли точность GPS Stratus и Verge? Все, что вблизи СА высотных зданий с большим количеством Wi-Fi сетей, с большим количеством помех, я не знаю, что будет суперски работать, кроме какого-нибудь там супер стабильного приемника там у Соларов, у этих, у Суунта или у Поларов или у Гарминов, но точно не у бюджетных. Ты нашел Powerbank с беспроводом на 30 Вт плюс? Нет. Александр, что лучше взять? Verge Lite или GTR Lite или что-то другое? Кинг, у меня есть топ-10 умных часов на канале, вот их посмотрите. Как бы там я выбрал для себя из стареньких, что лучше. Huawei коробка на столе, это Watch GT 2, я Ивана привлекаю, у меня есть спонсоры на канале. Среди спонсоров я разыгрываю что-то. Вот Huawei Watch GT 2 я разыграл в прошлый понедельник, написал Ивану, Иван мне не отвечает. И это его замануло. То есть они стоят, чтобы он мне написал, чтобы я их послал. Первый спонсор, который мне не пишет. И GTS 2 Mini я разыграю завтра. А сегодня я разыграю еще раз 2 комплекта триггеров. Realme Watch S, потом 70 May часы сапфировские, 5 пар наушников Haki Moon и 5 Mi Band 5 серии. Просто день подарков. Будем сидеть 1,5 часа разыгрывать. Xiaomi уже началась переплата за бренд. Еще какая? Так, Ильназу уже блокнули. Спасибо большое, Model Party. Гармины новые кратно лучше измеряют GPS, чем старые. Максим, ничего удивительного, и они кратно дороже стоят. Правильно? Дальше. Не забываем прожать лайк. Может быть, 7 сотен сегодня наберем, хотя у нас людей мало. Мне отдай, Ивану они не нужны. Нет, Ивану они по-любому нужны, так как он спонсор, по-любому он рано или поздно зайдет на стрим для спонсоров по понедельникам. Саня не думал делегировать деятельность по каналу и съемкам? Денис, нет. И вот я сейчас стою перед вами и говорю, что нет. Это не бизнес-канал, это не из разряда того, что я сейчас запустил, потом продам. Нет. То есть я буду этим делом заниматься, как у меня многие мои знакомые моего возраста, притом знают, чем я еще занимаюсь. Они у меня спрашивают: Саня, зачем?
Вот это моя жизнь. То есть у меня есть пенсия, у меня есть какие-то пассивы, и у меня есть YouTube. И здесь дело не в эгоцентризме, как у меня была там камера на девайсе. Я люблю железо. Мне нравится, что чертова туча людей реально не влетает на деньги, потому что я им советую что-то. Понятно, что для того, чтобы понять, что я говорю, нужно иметь мозг. Это не попытка оскорбить тех, кто меня не понимает, а, наверное, попытка оскорбить тех, кому лень прийти на те же стримы, зайти в телеграм-канал и спросить. То есть у меня максимальная открытость для аудитории. У меня нет никаких фишек из разряда «я там не разбираюсь», «я только распаковываю», или «у меня нет времени», или «я там суперзвезда». Нет, я просто, как бы я занимаюсь железками. В любой момент я могу вам ответить. Вот и все. Ну, еще кто-то. Дальше, но тусовка на канале 100% станет больше. То есть, как минимум, человека 2 еще появится в течение года, полутора. Дальше, Garmin покупать не планируешь? Планирую, Андрей. Новые топы ожидаются. Ожидаются Tower of Power, топ на экономные Bluetooth наушники, наверное, до $50. Закажи Samsung наушники новые. Вы меня Кто там пишет? НАТО декабря. Вы меня недооцениваете. 18 тысяч рублев, да. Окей, уже месяц на руках. То есть, если я не делаю на что-то обзор, это не значит, что у меня этого девайса нет. Это значит, что я его еще тестирую. Вот. И это хорошие уши. То есть, чтобы кто-то не думал, что я подбираю слова, чтобы их захейтить. Нет, это хорошие наушники. Да, пришел тот момент, когда я говорю, это хорошие часы у Samsung, и это хорошие наушники. И, может быть, это было бы разумно с точки зрения попсы, чтобы оставаться в Xiaomi, там, говорить, что Samsung оверпрайснутые телефоны. Но аксессуары вот в этот раз прям уважуха. Так, мне я куплю у тебя. Саня, на что сменить Redmi Note 7? На Realme 7 Pro или на Norton 10? Серж, какие планируешь гармины? Пока не знаю. А какие купить? Ты мне сейчас за 50 тысяч какие-нибудь напишешь, да? Татьяна Суворова, уважаю еще больше за честную позицию. Спасибо, Татьяна. Но опять же, возвращаясь к нашим баранам, я не альтруист. То есть я за то, чтобы люди зарабатывали деньги. Просто-напросто зарабатывать деньги можно честно. Вот и все. И спать хорошо. И карма у тебя будет отличная. И может быть ты расти будешь меньше. Может у тебя не будет коллабораций с миллионниками, которые периодически пишут. Да и черт с ними. Зато моя тусовка — это моя тусовка. Может быть какие-нибудь там и будут у меня с кем-то там совместные чего-то там стримы. Еще. Пока я говорю, я честно говорю, что я с Яндексом вроде бы договорился на Дзене на эфир. Но это круто. То есть для меня это какой-то новый экспириенс. Всего 4-й эфир с лицом у меня на YouTube. И если я попаду к ним на Дзен... Кстати, мой канал на Дзене, понятно, это копипаст YouTube, попал в 6 рекомендованных каналов официально от Яндекса. Тоже маленькая до победа. Вот с ним мне помогает Дима. Он переливает те ролики, ну, мои ролики с YouTube туда. Вся его функция. Ну, как бы хорошая функция. Да и с железками с какими-то помогал. Но у него есть основная работа, поэтому я куплю 10 тысяч рублей. У меня 645-й Music интересует. Я не знаю, что это, но ты мне ВКонтакте скинь, если не сложно. Алексей Сидоров, вам спасибо, что смотрите. Максим Хасанов. На кроссовки планируется обзор, нового ничего нет. Максим, еще раз, у меня несколько пар кроссовок. Я не делаю на них обзоры, потому что погода хлам. Вот, и все. Вот когда буду морально готов, мне еще нужно переключиться чуть-чуть. Дальше Amazfit GTS или BIP, что лучше? Ну, однозначно навеет GTS, притом значительно. Хотелось бы обзоров на кроссы Mizuno. Придет сезон, лето, и тогда я поеду в Калининград и там попытаюсь побегать по-хорошему. И как раз по топу потопчу новые кроссы, окей? Еще раз повторяю, что я не особый спортсмен, просто-напросто на любительском уровне я бегаю неплохо. Бегаю, даже не неплохо, просто бегаю. Потому что нет у меня лишнего веса пока. Как тебе уши Anker Soundcore Liberty R2 и 2 Pro? Вы можете посмотреть, в воскресенье прошлое был стрим, топ-7 наушников от Анкеров. О них, о всех я рассказывал. На R2 у меня есть еще и обзор, вы можете посмотреть его на канале. Уши хорошие. Сделай коллаборацию с Яндекс. Tower of Power, так оно и есть. То есть, когда ты на Дзене выпускаешься как
блогер их, то это и есть коллаборация относительно. То есть там же я буду говорить, я YouTube-блогер Польза.нет. Привык к экрану MSFit, ну не факт, что они меня туда пустят. Mi Watch Lite брать или есть альтернативы, не только Xiaomi. А Mi Watch Lite... Да нет, наверное, только MSFit. Не разобрал, что ты продолжен на Note 7. Еще раз, Realme 7 Pro. Напишите, пожалуйста, Александру Егорову. Либо OnePlus 1 Plus Nord N10. Какие смарт-часы купить до $110? Какие вам больше нравятся? Топ-10 на канале. А из того, что я говорил, еще раз, есть часы для спорта, есть часы для красоты. Все зависит от. Советуешь ли покупать часы Realme Watch? Нет. Нет. Какие смарт-часы, на ваше мнение, лучше взять до 6000 рублей? Уже ответил. Рожденный бегать людей не получает. Люлей не получает. Ну нет, Генка. Там есть много поговорок, к сожалению. К сожалению. Люлей я получал эгегей. Сколько? X чаще, наверное, заслуженно. Язык мой, враг мой. Не забываем прожать лайк, может наберем 7 сотен, будет круто. Сань, что думаешь о Swatch PO? Понятия не имею. Пассивным NFC есть две модели, маленькие и большие. Петличка села. Плохо слышите меня? Напишите, не слышно. Почему-то твой голос на стримах и в обзорах очень отличается. Разные микрофоны, да, однозначно. Твои ссылки, как я заметил, ничего не понял. Звук сильно изменился. Хуже стал. Звук норм. Твои ссылки это 3. Ничего не понял. Нормально слышно. Хорошо слышно. Спасибо большое. Дальше почему-то голос в роликах у меня просто Snowball 3 года назад. Snowball, кругленький такой микрофон я купил. Мне посоветовал его аудиоинженер, который фильмы... Аудиопродюсер. Нет, наверное, инженер. Звукорежиссер, вот. Звукорежиссер. Молодой парень со мной лежал в госпитале, мне делали нос, ему делали нос, и он мне посоветовал купить его. Ставим плюсик в чате, те, кому нравится новый звук, ну и, конечно, лайки ставим. Спасибо. Realme Watch S стоит своих денег? Адам, своих денег стоит, но, опять же, вы меня спрашиваете, советую ли я их? Нет. Hyping 2 есть у меня эти наушники, я сейчас их достану, вот они. И они шипят. Я не знаю, может быть, они перестанут шипеть, и тогда я сделаю на них обзор. То есть, видите, вариант какой? Сделать хейтерский обзор и сказать, не берите, потому что это хламантин. Мои подписчики, вот вы сейчас спрашиваете, я вам ответил. Видите? Для этого нужны стримы. Спасибо, Наталья, привет. Кстати, смотрел ваши обзоры, купил Stratos, а потом Nexo. Как и говорите, первые для спорта, вторые для красоты. Цена адекват до $100. Руслан, вот мы друг друга с вами понимаем. Спасибо, буду ждать, очень нравится творчество по вашей наводке. Взяла очки W1, счастлива. Анастасия Усова, главное, их используйте. Вот это единственный совет. Я вчера устал и не стал использовать очков. Конечно, это может быть психосоматика или самовнушение, что у меня капилляры полопались в прямом смысле. И сегодня я уже ходил в очках. Когда ты по 12 часов в экране, по 12, по 13, ничего удивительного. Вот, по твоим топам и советам беру на Али. Tower of Power, спасибо. И не забываем еще раз телеграм-канал взаимопомощи подписываться. Надеюсь, вы там выдержите сарказм моих администраторов, которые умнее, чем я чаще, и меня, потому что я там тоже не особо фееричен, но полезного там очень много, я там полезного для себя много беру, я думаю, вы тоже сможете. Плюс не забываем в телеграм-канал со скидками, он в прикрепленном комментарии, точнее в описании на самом верху. Просто голос другой. Андрей, это все еще я. Ничего не меняется. 4-й стрим с лицом. Юра Шел, вариантов много, смотрим, какие внешне больше нравятся. Да, у меня вопрос, может я чего-то не понимаю, но я понимаю, зачем нужны некоторые смарт-часы, которые по функционалу такие же, даже хуже, чем Mi Band 5 и Honor Band 6, а стоят дороже. Красота. Во-первых, удобство, чтобы читать. То есть у них чаще всего у крупных часов большие экраны. Во-вторых, люди поколения Pepsi, то есть я или Coca-Cola, они любят крупные экраны. То есть мы носим такие, вот у меня есть часы. Когда ты молод, свеж и юн, и твой мозг не забит различными мыслями из разряда соответствия, статус, имидж, еще какая-то
абсолютно ненужная лабутень, ты можешь себе позволить носить Mi Band какой-нибудь. А когда дядька 37 лет надевает Mi Band, притом у него лакостовская футболка за 10 штук, ну это как минимум странно. Ну как бы так. Ну ты понял. И здесь дело даже, может быть, он носил бы этот Mi Band, но понимание того, что этот аксессуар стоит слишком дешево, вот поэтому существуют часы. И часть из этих часов ты один черт будешь в Samsung покупать, один черт будешь покупать Apple Watch, потому что дороже нет, дороже есть. Дороже есть по 400 тысяч именно часы, но там слишком много подделок. Видишь Apple Watch, подделки есть, но сразу видно будет, у тебя подделка или нет. Тем более можно их покупать там в титановом корпусе по 70 тысяч там с этими ремешками. Ургант-то сидит с Apple Watch 5 или 6. Я сидел, очень удивился вчера. Да, я смотрю Урганта. Привет из Тулы, здорово. Розыгрыш прошел, к сожалению, нет. К сожалению, он будет на канале для стримов. Саня, модель очков на тебе. Roed Me и Qcan W1 и B1. Посмотрите на канале, все их я советую. Вот сейчас на меня смотрят два неприятных света, и это дело меня конкретным образом спасает. То есть без очков перед ними я могу стоять, но потом мне будет очень плохо. И это факт. Саня, очки купить компьютерные, антибликовые до 2000 рублей, спасибо. Антиблик не посоветую, Александр, а вот компьютерные это Roed Me и Qcan на канале, опять же. Подскажи, пожалуйста, Huawei GT2 Pro или Samsung Watch Active 2? Что бы взял я бы взял Huawei GT2 Pro. Однозначно из-за хотя бы внешнего вида, потому что, ну, это детская лабутень. То есть Active Watch 2 это 44 миллиметра. Это, вот я назову некрасиво, дрищ. Вот я дрищ, 76 килограмм на 182 рост. И на мне они выглядят, даже на мне они выглядят массивными. А прикиньте, дядька нормальный, килограмм там 80 на рост 170 сантиметров или 100 килограмм. И вот это вот дело надевает, ну, это лучше Mi Band тогда покупать, правильно? Как тебе Amazfit Band 5? У меня есть обзор, в принципе, то же самое, что Mi Band 5, может чуть-чуть лучше местами. Будет ли обзор на Meizu Buds? На Jeep они у меня есть, в отличие от некоторых блогеров, мне они пришли без брака, и моя супруга ими пользуется, самое интересное, она у меня их забрала. И они у меня не шумят, скорее всего, да. Но у Meizu Buds такая же проблема, еще больше, чем у Meizu Buds Pro. Они из ужасного качества пластика. Я не знаю, как они это сделали. И микрофоны у них хлам. Но учитывая, сколько они стоят, да и ладно. Зачем вообще нужны именно эти очки, если любое обычное стекло задерживает 99% ультрафиолета? Максим, если вы прочитаете, там не только про ультрафиолет и не только про, допустим, вот эти очки. И те, они становятся темными, когда ты выходишь на улицу. Александр, скинь ссылку в телеге на свой Snowball. Так он просто пишется Snowball Yeti. Все. Книсэм, ну окей, я скину. Для повседневной деятельности Amazfit Verge, да, наверное. Если они... Еще раз, по поводу аксессуаров. На то, это, знаете, это вот как из разряда того, что, ну, если попытаться провести аналогию, то это аксессуар. И я говорю о технической части. Но вы же понимаете, что вы аксессуары выбираете в первую очередь по внешнему виду. Я говорю, я раньше, где-то первый год блогинга, пеной исходил, что это стоит своих денег, это не стоит своих денег. Вот сейчас я уже подхожу к тому, что, в принципе, вам же стоит, ну, вы выбираете, стоит что-то своих денег или нет. И когда вы делаете этот выбор для себя, потом вы покупаете что-то или нет. Я говорю только, что что-то откровенный хлам, а что-то нет. Honor Magic Watch 2 и Honor... И Huawei Watch GT 2 хуже стекло. У Huawei Watch GT 2 еще какая-то мелочь. А так одно и то же. Mi Band не для серьезных дядек, я скажу, да. И даже Amazfit Band не для серьезных. Александр, почему такой негатив к смартфонам Xiaomi? Юрий, вы не понимаете, вы посмотрите мой канал, у меня в принципе ко всему негатив. Это не фишка, я не могу по-другому описывать. Потому что я говорю, вот вы попробуйте написать текст на любой девайс. Я понимаю, как люди пишут, вот хвалят его, но это чистой воды реклама. То есть это хоть в глаза все божья роса. Вот то же самое, не рассказывать о каких-то минусах девайсов, которому чертова туча
минусов нельзя. Вот у меня есть несколько телефонов, я специально купил несколько телефонов до 20 тысяч. Наверное, штук 10. И в итоге Xiaomi оказалась самым хламом, и самые дорогие они оказались. Какое у меня к ним может быть отношение? Когда Realme, которая, понятно, они покупают блогеров, они платят за рекламу, у них чертова туча минусов, они ставят конские ценники на магазины, вот поэтому там на Али ссылок нет, да потому что, блин, на Али цены в 3 раза дешевле. Ну не в 3, но в 2. Потому что чувак, если увидит на Али Realme 7 Pro за 19 тысяч, он не пойдет, он не обезьяна тупая, он не пойдет в магазин покупать ее за 26. Конечно, тебе никто не даст ставить ссылки туда. Или ссылки из разряда, чего еще, OnePlus Nord N10. Вот я, кстати, Nord N100 купил за 12 тысяч. 12 тысяч 11 рублей. А его на старте продаж продавали, по-моему, по 24, по 22. Ну, больные. Вот. И то же самое по поводу всего. То есть, если у вас есть китайский девайс, лучше его покупать в Китае. Но у Xiaomi такая фишка не проходит. То есть, у Xiaomi есть Poco M3, который то же самое, что Redmi 9T. Но Redmi 9T имеет ширик, и у него в некоторых версиях есть NFC. Только Redmi 9T в российских магазинах стоит 14, а на Али Poco M4 стоит 9. Ну и вопрос дня. 5000 рублей, а за 14 уже можно совсем другие девайсы покупать. Можно Realme V3 купить за 12. Сейчас уже нельзя, но можно было. Вот. Наверное, меня вот так все возбуждает, потому что у Xiaomi за аналогичные деньги сейчас девайсы хуже. И это мое субъективное мнение, оценочное. Человек, у которых этих девайсов несколько, и у которого нет никаких там связей ни с магазинами, ни с брендами. Потому что у Realme, опять же, если смотреть на цены в России, я бы их тоже не покупал никак. Но это бред. Poco X3 вроде норм. Poco X3 NFC вообще огонь. Так я вроде бы его и рекомендовал, нет? Наверное, просто Redmi 9T имеется в виду. Mi Band 6 выйдет? Выйдет. Когда-то выйдет Titan. Я думаю, в этом году. Нет, я выбираю по наполнению. Правильно. Привет, скажи свое мнение о Honor Magic Watch 2, пожалуйста. Топовые часы за $100 – это лучшие часы по цене-качество, которые есть на рынке. Ну, когда вы будете покупать их на распродаже 90-100 баксов. Планирует ли Xiaomi выпускать часы с поддержкой оплаты для России? Сверус, я не знаю, что они, может быть, когда-нибудь запланируют все-таки купить себе нормальных программистов, чтобы у них ZEP не глючило, а потом нормальных маркетологов, которые будут выставлять цену ниже, чем у Huawei, у которых аналогичные девайсы стоят дешевле, с лучшим функционалом, лучшими материалами. Вот в тот момент времени, когда у них появится мозг, они вернутся к Xiaomi, может быть, потому что Xiaomi сейчас на 25% владеет MSFIT. Тогда может быть. Привет, скажи свое мнение, Honor уже ответил. Дальше. Саня думал сделать умный дом из всевозможных Xiaomi девайсов. Думаю, нет смысла так загоняться, Антон. Если у вас есть несколько девайсов, и вы реально их собрали, и вам удобно, то ок. А так, я на кнопку на пылесосе нажимаю, чтобы он пылесосил. Даже не на телефоне. У меня все лампы дома можно управлять через Wi-Fi. Я их все равно включаю через выключатель. Круто, конечно, слушать, как круто все на Али, когда ты в Крыму. Ну, друзья, не скузя. Что взять после Realme 6 Pro? От OnePlus, чтобы не разочароваться, хочу обратно на OnePlus. Денис, ну я кроме OnePlus 7T Pro ничего тебе не посоветую, потому что у тебя уже уровень Realme 6 Pro это круче, чем... Ну не круче, но может быть чем-то даже круче, чем Nord N10. Ну оболочка, ладно, в Nord лучше. Тебе перескакивает только на 7. 7, 8. До сих пор эфир идет. Даниар Юн Скузи, да. Не забываем прожать лайк, может быть наберем 7 сотен лайков, будет круто. Я же отвечаю на вопросы, пока вопросы есть, почему не ответить. Тем более телефон обычно садится где-то через, ну в среднем час, 2, 3. 3 часа у нас обычно, сейчас у нас осталось минут 30 ему жить, максимум. Саня, красава, спасибо. Stratos 4 выйдут в этом году или 3 стоит брать? Док, вопрос в том, что ты покупаешь часы для актуальности и для чего-то. Еще раз, если часы как инструмент для спорта, Stratos 3 с головой. Если ты уже профспортсмен, ходишь в горы, катаешься на лыжах,
полупрофессионально хотя бы участвуешь в соревнованиях, не поскупись, купи себе Полары, купи себе Суунту, купи себе Гармины. Понятно, что в моем случае мне, допустим, они не нужны были, это слишком, когда я Pace покупал, потому что из меня такой спортсмен, ну как бы на уровне там того, где я бегал, а я военный, ну, где-то какие-то там места и есть. Есть у меня эти медальки, грамоты, но на уровне спортсменов выше первого разряда на КМС я бегал в академии только 8 сотен, один раз в жизни, все. То есть я не легкоатлет, и все. И все. И если у тебя нет вот этого там КМС, мастер спорта, то нечего запариваться. Можно покупать пейсы первые, вторые стратосы или третьи стратосы. Если ты спортсмен и ты планируешь топить, или у тебя реально есть деньги, нечего жабу душить свою. Купи ты, пойди, гармины топовые или Суунта очень часто продается на распродажах в Питере, в Москве. Сейчас скажу, в каком магазине. Не Фишер, а сейчас в Соломонах. У Соломонов вообще Суунту продают по каким-то нереально низким ценам. Очень редко. 2 раза в год. Но вот там я и буду, скорее всего, себе покупать. Как мне Amazfit Neo? Nexa, наверное. Не понимаю, почему берут эти дешманские часы, почему нельзя взять Galaxy или Apple Watch. Александр, наверное, потому что не у всех есть там 17-18 тысяч и 20-25-30 тысяч. Потому что есть у людей там 5-7 тысяч. Ты что самсунговское купишь на 5-7 тысяч? Почему-то вот все небожители такие, у всех космические зарплаты по 300 кусков. Нет, не у всех. Да даже если они у тебя есть, смысл тратить сразу на супердорогой, если тебе по факту не нужен этот аксессуар. Если ты купишш, допустим, Mi Band, ты поймешь, что ты не будешь его носить. Если ты купишь себе Stratos, ты поймешь, что тебе эти часы раз в 3 дня, раз в 5 дней заряжать лень. А Apple Watch надо через день или каждый день заряжать. У кого как. Понимаешь? Привет, почему решил в последнее видео, посвященное девушкам и наушникам, не обновлять Realme Buds Air Pro? Потому что никто из моих девушек знакомых их не выбрал. Я говорю, если вы думаете, что все мои топы это из разряда того, что Саня сел и такой, ну, в общем, зажгем. И за 2 минуты написал, нет, это реально не так. То есть я реально людям даю поюзать. Или что-то подбираю кому-то. Ичи, я тебя прекрасно понимаю. Потому что Apple Watch хватает на сутки, да. А дальше Solar 0.5 стоит брать, у нас дешевые. Ankabut.net. Я не знаю, что такое дешево, потому что Solar стоят в принципе все до $20. Это где-то 1500 рублей. Мозг не кипит от таких подходов? Нет. Ну, как бы у всех свой кайф. Кто как расслабляется, правильно? Зато то, что я делаю, я знаю, что вот я сделал норм для себя. То есть, если что-то делать, то делать для себя. Есть там просмотры, нет просмотров. Ну вот, сделал хорошо. И я уверен, что через год, если кто-то посмотрит этот топ и что-то купит, он не скажет, что вот там плохой человек там посоветовал какой-нибудь там Bluetooth наушники, точнее наушники Bluetooth с версией Bluetooth 4.2, потому что у него других под рукой не было. Но у меня есть все. Я считаю, что все есть, и я это все буду покупать так же, как с часами. И из этого выбирать. 701 лайк, да. Спасибо большое, что ставим лайки, подписываемся на канал для стримов. И на основном канале, да, скоро это дело уже закончится, где-то через 30 минут после этого я сделаю стрим с розыгрышем на канале для стримов. Там будет Realme Watch S, 70 May, 2 комплекта триггеров, 5 пар Hakimun наушников и 5 Mi Band 5 серии. Просто интересно, какие можно часы взять, кроме 75 May с анимацией? Какие-то дешманские, типа Соларов как раз. Вот. Привет, какие часы с eSIM, кроме Apple? Samsung Active 2 для рынка Америки идут с eSIM. Будет ли у нас работать, если заказать? Думаю, будет работать в Москве. Но не факт. Лучше на форумах посидите, понятия не имею. Я знаю, что с eSIM работал у нас Mi Watch у кого-то. И у кого-то работал Nexa, если это не гон, в Москве. Что лучше, Amazfit BPU или остановиться на Mi Band 5 для бегуна начинающего? Mi Band 5 для тебя бесполезен, поэтому лучше что-то с GPS. Либо Amazfit Pace, либо BPU. Монетизируйте шопоголизм лайк.
Ну, как бы, Татьяна, он у меня монетизирован. У меня, если бы не была подключена монетизация на канале, на YouTube, меня бы не было в рекомендованных. YouTube тоже не идиоты. То есть, если ты не подключаешь монетизацию, ты не попадаешь в рекомендации практически никогда. Ну, может быть, какие-то там популярные личности, опять же, харизматичные личности, личности, у которых есть фанаты, публичные личности, да. А в моем-то случае чего? Я, камера, девайс, все. Если YouTube интересно, а YouTube хорошо, что интересно, так же, как на Дзене, они рекомендуют мои ролики, и люди подписываются. Денис, спасибо большое. Дай за твои... Мне кажется, мне тебе надо переводить за твои советы. BPU, просто, Станислав. Нагрудные датчики тестировал, если да, то какие, в чем преимущества? Polar H10 и все. Только Polar H10. Преимущество в том, что ты всегда видишь норм. Какие часы лучше и дешевле Mi Band 5? Лучше нет, дешевле есть. Солары, чуть-чуть дешевле. Кто тебе воду подливает? Я сам себе подливаю воду. Вот стакан, вот графин. Отпускай Александра к семье, отлучайтесь. Так чего к семье? Александр после того, как сделает этот стрим, перейдет на стрим. Александр, я перейду на... В третьем лице это вообще неправильно себе говорить. Проще. Я этот стрим заканчиваю, после этого анонсирую стрим с розыгрышем и делаем стрим с розыгрышем. Твои ролики на Али, по-моему, проскакивают. Серчип 72, ну и хорошо. Зато кто-то знает мой канал и переходит на него. Не так много, но пойдет. Нас все-таки уже 213 тысяч, кстати. Кстати, о птичках. Так-то много, ведь. И на стриме 279 человек, за что вам всем спасибо. Не забываем прожать лайк. Какие часы? Я прям как тамагочи. Мне нравится эта тема. Но потому что здесь можно на противофазе. Я не говорю вам ставить лайков. Либо говорить, ставьте лайки, пожалуйста. Если вам это дело заходит, потому что только таким образом можно узнать, полезен ли данный контент. И раз только таким образом YouTube потом рекомендует мои видео. Какие часы выбрать для женской руки, подскажи. Ксю, все очень просто, вы покупаете Apple Watch и все. А так, у супруги были Amazfit, Verge и все. То есть Apple Watch она носила только и вот носит, и Verge. По рейтингу в описании идут? Нет, не по рейтингу, Эрик. В стриме я с самого начала рассказал про то, что является полезным, и про то, что является бесполезным. То, что является оверпрайсом и хламом. По большому счету, все, что сейчас выгружает Amazfit, является оверпрайснутым просто слишком дорого. Ник, Вику, Викрус, и тебе удачи. Такое ощущение, что ты говоришь, типа, удачи тебе, все, давай, good luck, счастливо. Саня, стоит ли брать Amazfit GTS, нет ли фризов? Фризы есть у всего, кроме Яблока и Samsung, и у Huawei есть фризы, да и у Samsung чуть-чуть. В общем, самые без фризов это яблочные часики. Mi 11 Global будет, Андрей, будет, но не у меня. Я их больше покупать не буду. K40, K40 Plus и точнее K40 Pro и K40 Pro Plus, скорее всего, будет. Телефон купить на 8 марта около 10 тысяч рублей. Себе Poco M3. По твоему совету заказал Amazfit Verge. Спасибо за работу. Дэн, вам спасибо, что смотрите. И еще раз, все, что вот я рекомендую, еще что-то, вы лучше ждите, потому что в телеграм-канале вот не покупайте сразу девайсы. Сейчас будет распродажа в марте. Есть телеграм-канал со скидками. Я всегда все на то, что делаю обзоры, скидываю туда, если выгодная цена на это дело. То есть скидываю купить или купил, допустим, сегодня Redmi AirDots 3 я купил за 2700. Или чаще всего... Сделал обзор, появился какой-то девайс дешево, я его покупал дороже, я скидываю в этот телеграм-канал со скидками, и вы сможете купить, допустим, ну, реально на Amazfit очень часто распродажа, особенно на старенькие модели, это хорошо. Какие умные часы для андроида подойдут для маленькой руки недорогие? Ксю, недорогие, это Amazfit Bip, круглые, квадратные, какие? Есть топ-10 часов на канале, а из Xiaomi-шных супер маленькие, это вот все, что Bip, Bip U, Bip S, Bip обычные, Bip S Lite, квадратненькие. А маленьких кругленьких у Xiaomi как бы и нет. GTS есть еще. Они тоже на распродаже нормально продаются, но они тоже квадратные. Так что не спасу я ситуацию. Часы с подключением нагрудного датчика для просмотра показаний есть? Да все.
Pace, Stratos 2 и Stratos 3, и Verge, и Nexa. Nexa же можно тоже? Напиши Model Party, если ты здесь. Какой планшет посоветуешь за 25 тысяч рублей? Исключительно iPad ТЧК. У сына iPad, и кроме iPad не советую ничего. Дальше посмотри бипы первые, например. Тоже вариант. Привет, давно смотрю хороший контент, спасибо тебе. Такой вопрос, какие часы взять для спорта? Не особо дорогие. Ксю Малиновская. Нет, не Ксю, это кто-то спросил. Подождите. Кир. Pace, Amazfit Pace, если не плавать. И нагрудный датчик к ним. Саня, подскажи умные часы без спорта. Я не спортсмен, если какие бывают. Андрей, лучше всего Apple Watch, Samsung, все Active Watch 2, Samsung 3 и Huawei. Дальше идут, все от стоимости зависит. Так с NFC платежами работает лишь Samsung до 20 тысяч. Samsung работает, Apple Watch работает. Третий, допустим. Какой планшет уже ответил? Как раз себе выбираю смарт-часы, вот думаю, какие. Перед летом хорошо бы топ PRT, не знаю, что такое PRT. Honor Magic 2 нормальные? Да, они отличные. Название канала оправдано, с момента подписки много чего узнал про интересующие девайсы. Оставляю. Спасибо большое, Александр Егоров, за поддерживающий комментарий. Не забываем прожать лайк. Если честно, никто не пробовал, а ты попробуй. Посмотри, там это дело есть или нет. Приветствую, что ты думаешь, стоит ли брать Amazfit Pace за 3000 с БУ рынка? Точно нет, бэушники нет, они не держат аккумулятора. Скорее всего, поэтому продают. Дальше, какие часы для ребенка с приоритетом отслеживания связи? Не